Итак, друзья мои, сегодня на часах 5 июня 2 часа 48 минут московского местного времени, соответственно, московского это будет без 10 почти час. И мы начинаем субботний прямой эфир. Полезность, вы точно потеряете свой канал, и мы собрали 17 самых ярких причин. Откуда мы их взяли? Как вы знаете, мы не теоретики, мы практики, и каждый день мы делаем аудит какого-либо канала на YouTube, к нам приходят клиенты, и что, наверное, обидно для клиентов, очень часто они слышат то, что проще канал закрыть, проще его закрыть, забыть и сделать новый. Это данность. Коллеги, это данность, и мы собрали порядка вот, сначала мы сделали топ-6, потом сделали топ-12. Когда мы сейчас уже собирали эти темы, то у нас получается топ-17, да, то есть топ-17 причин, по которым вы можете потерять свой канал на ютубе. Неважно, это даже может не только канал, это может быть там, не знаю, группу в Фейсбуке, в Инстаграме, где угодно. То есть это причины вашего ротозейства, это причины ваших каких-то завышенных ожиданий. Это причины, по которым не только может там быть нарушены принципы сообщества, это просто банальные причины, что вы не заключили договор с тем, кто делает вам ваш видеоконтент, либо взяли и наняли менеджера, который некомпетентен, который на вашем канале тренируется, экспериментирует, а плоды, естественно, пожинаете вы. Сегодня мы об этих причинах поговорим подробно. Я по каждой причине дам свою историю, свой контент, свой контекст, в котором эта история была. И я думаю, что если вы досмотрите эти причины до конца, то вы точно будете вооружены. А тот, кто вооружен, тот предупрежден, как мы знаем. Прежде чем мы продолжим, у меня к вам небольшая просьба. Подпишитесь и нажмите на колокольчик. Это нужно для того, чтобы наш канал, наш полезный контент, бесплатный контент показывался чаще, и YouTube начинал его рекомендовать. Мы вместе с вами сможем помочь большему количеству людей узнать о нашем полезном канале, о нашем полезном контенте, и я думаю, что вы поможете нам, вам просто и легко, а нам приятно. Итак, друзья мои, мы с вами переходим к рейтингу, да, то, соответственно, итак, вы точно потеряете свой канал, потому что вы допустили одну фатальную ошибку. Эта ошибка называется: вы выбрали тему, которая вам не по зубам. Вы выбрали идею для канала, которую не сможете тянуть. Ну, давайте, чтобы вам было просто и понятно. Существует всего лишь два типа идей. Первая идея, то есть или там две причины там, да, по которым вы можете потерять канал. То есть первая причина – это идея, которую вы выбрали, не подходит вам. Вы ее взяли, потому что вам кто-то сказал. Вам кто-то пообещал, что это крутая идея, но вы ее физически не тянете. Вы там некомпетентны. Вы в этой идее, скажем так, то есть она в принципе как бы и ваша, но вы в этой идее плаваете, и существуют эксперты или существуют люди, которые более компетентны и будут больше рассказывать. Например, вот вы можете прямо сейчас, и таких случаев огромное количество, открывать канал «Как сделать канал» и рассказывать об этом людям. Но существует огромное количество практиков вроде нас, которые тоже делают каналы, но у нас уже есть клиенты, бюджеты, опыт, команда, рекомендации, и мы, соответственно, будем чуть-чуть впереди вас. И у нас есть бэкграунд. Мы можем понимать, анализировать, тестировать и проверять свои ошибки, исправлять свои ошибки. У вас такого нет. Или, например, то есть вы взяли тему кулинария, вы взяли тему, как приготовить какое-нибудь блюдо, но при этом есть огромное количество каналов, где люди готовят ту же самую шарлотку, салаты, различные блюда больше вас, дольше вас и с большего объема или качества продуктов, да, соответственно, они будут делать лучше, чем вы контент, и это будет, вы будете конкурировать с лучшими.
Вторая мысль, да, что вы берете идею, которая вам не подходит, да, или вы не подходите, вы этой идее не подходите. Что это значит? То есть вы взяли идею, но при этом вы с этой идеей не можете смириться. То есть вы приходите делать свой канал как на каторгу. Вы выжимаете из себя эти самые там, не знаю, перлы, слова, примеры, видеоролики, и это не срабатывает. В двух случаях, в обоих случаях вы выгорите. В первом случае, потому что вы будете видеть, не будете видеть прогресса, да, вы будете делать, но потом люди будут делать лучше вас, качественнее вас. И даже если вы супер замотивированы, но при этом у вас не хватает компетенций, бюджета, команды и прочего, чтобы выскочить из этой мертвой петли. А во втором случае вы выгорите, потому что вы не можете постоянно играть роль. Вы рано или поздно, обычно поздно, вы начнете понимать, что вы выбрали ту тему, которая вам не по зубам. Вы начнете понимать, что вы взяли слишком большую либо объемную тему, где не можете быть экспертом, а соответственно люди, зрители чувствуют это. Они чувствуют, что вы приходите и начинаете, ну, как это, через силу говорить. Это чувствуется, потому что зритель всегда приходит на эмоции. Зритель всегда приходит за эмоциями. Они приходят в социальные сети, общаться, дружить за эмоциями. И если вы будете что-то бубнить под нос, у вас не будет драйва, люди будут это понимать. Посмотрите, сколько каналов закрылось, когда люди начинают просто читать по бумажке. Вам интересно, когда автор приходит и читает что-то по статье или там читает по суфлеру? Наверное, неинтересно, в этих текстах нет жизни. Эти тексты хорошо для новостного формата, для новостей, да, где автору по барабану там, что он читает, он даже может не вдуматься, он просто читает по бумажке. Так вот, в этом случае, да, если вы выбрали тему, которая вам не по зубам, вот вы точно потеряете свой канал. Вы потеряете время, вы потеряете нервы, деньги, здоровье, да, там, не знаю, то есть у вас будет демотивация. И что делать? Прежде всегда подумайте. Вот я советую своим клиентам один простой лайфхак. Подумайте, сможете ли вы, вот нарисуйте себя сейчас и себя через 15 лет. Сможете ли вы через 15 лет рассказывать про это же, про эту тему? Хватит ли у вас тем, хватит ли у вас контент-плана на это все? Потому что очень часто люди берут себе тему по тому, что кто-то сказал, что это сейчас тема хорошая там, да, или там тема выстрелит, там, вот вы такая раз на гребне волны, но это не всегда работает. Я думаю, что этот совет был вам полезен, а мы переходим к следующему. Так, здравствуйте. Хорошее настроение и позитив. Здравствуйте, добрый день. Друзья мои, Скорпион, здравствуйте вам. Артем Растение. Ну, привет, Артем Растение. Друзья мои, не забывайте, что прямой эфир, мы в прямом эфире для вас рассказываем, показываем. Вторая. Итак, следующее, давайте так. Вы точно потеряете свой канал, если верите в силу накрутки. Вот вы абсолютно точно потеряете свой канал. Это вопрос лишь времени. Вопрос не будет ли это, а вопрос, когда это случится. А случится это по-любому. Случится это в любом случае, и вот почему. Прежде, друзья мои, чем мы продолжим, опять же, у меня к вам небольшая просьба. Внизу есть колокольчик. Подпишитесь на наш канал, если вы не подписались. Нажмите на колокольчик. Это нужно, чтобы YouTube чаще показывал нас в рекомендациях, наши видео, наш канал. И таким простым способом мы с нашей бесплатной школы, с вашей помощью сможем помочь большему количеству зрителей, людей узнать о том, какие причины могут послужить или подтолкнуть канал к потере. Поэтому не забывайте, ставьте лайки, комментарии, делитесь этим видео и не забывайте нажать на колокольчик. Итак, следующая причина, как мы говорили, да, это вы еще верите в силу накрутки. Как это работает? Давайте на примере. Это самый, вот, наверное, это поставил бы я в первый топ, в первую причину, но все-таки идея важна, поэтому я поставил ее чуть выше.
вы все еще верите в силу накрутки, в силу каких-то там, не знаю, покупных комментариев, просмотров, удержания зрителей или там пригоним вам 5000 подписчиков, там живые просмотры, накрутки там, вам нет, вам не называют это накруткой. Смотрите, это тип, это топ. Ко мне приходят клиенты, к нам, в нашу компанию, и мы смотрим канал. И когда я говорю, давайте так, вот это у меня всегда работает. Я говорю, давайте, если это девушка, давайте сказать, что я гинеколог, да, и вы мне врать не надо, потому что если вы сейчас мне будете врать, то я не смогу вам дать рекомендации, как правильно делать. А мужчины, соответственно, если я там, не знаю, проктолог, да, потому что стесняться не надо. И вот огромное количество людей, которые после консультации получают одну рекомендацию, одну. Закрывайте свой канал и делайте канал заново. Потому что эта рекомендация в любом случае звучит, когда люди начинают потихоньку признаваться в том, я клещами вытаскиваю обычно это, не хотят же признаваться, в том, что они использовали накрутку. Хотя они это не называют накруткой, это типа, нет, мы пришли на фриланс и нам дали там 50 тысяч просмотров. Я говорю, подождите, у вас канал на каком языке? На русском. Откуда у вас там малазийцы? Откуда у вас Индонезия? Откуда у вас там вот это вот все, да, которые даже не знают, наверное, где вы находитесь и тему вашего канала не понимают. Откуда у вас ровное количество, допустим, у вас ролик 15 минут, а у вас пришло 15 тысяч человек, этот ролик смотрел только 1 минуту 2 секунды. Вот все 15 тысяч просмотров по 1 минуте 2 секунды. Откуда? И когда уже факты на столе, люди такие, ну мы вот там пам-пам-пам. А теперь смотрите, если я, либо мой помощник за 5 минут просмотра аналитики увидел эту накрутку, то неужели вы думаете, что алгоритмы Ютуба с огромной такой массой, базой данных, с опытом это не заметят? Да они уже знают, то есть они знают почему? Потому что в любом случае вы пока, вот что бы вы ни говорили, да, что бы вы ни делали, то есть если вы регулярно покупаете, а это же такая, это же все настроено на, все настроено на такое, вас подсаживают на это. Но давайте на примере, чтобы вам было просто. Как определяется накрутка? Вот многие гуру Ютуба, они рассказывают там историю о том, что там ролик надо, чтобы в первые числы он там выстрелил и пошел вверх, да? А почему? Потому что как бы они вам продают эти самые накрутки, просмотры, либо консультации там, да, то есть вот информация. А для чего? Думаете всегда зачем? Потом, когда вы не покупаете, то есть вы на 10 роликов купили накрутку, а потом вы не покупаете. И, естественно, у вас все ролики там по 15, по 50 тысяч просмотров, а ваш ролик, который вы выпустили и на него не покупали специальные услуги, всего лишь 200. И как-то он выбивается из этого общего стада и начинается такая движуха, прям, ну, стыдно, да, что я скажу друзьям, что я скажу этим. И вы идете и покупаете эти самые там просмотры себе там в этом формате, либо комментарий, или комментарий там просто тьма, да, там окей, классный ролик, молодец, бро, давай еще, или же вообще трешак, да, ваши комментарии там состоят из непонятных языков. И вы, конечно, себя можете убеждать, что как бы, ну, ролик мой классный, ко мне пришли там индийцы, пакистанцы, арабы, там, не знаю, и пишут мне там на каком-то неправильном языке, наверное, благодарственные письма мне там пишут, да, что я такой молодец. Вы сами себя обманываете, потому что вы верите в эту силу. Вас убедили, и вот хит 90%, которым клиентам я говорю, закрывайте канал, забывайте про него навсегда, это 100% люди, которые покупали себе. Почему? Это опять же теория. Никаких правил не существует. Нигде YouTube об этом не говорит. Но я, как человек, который работает в интернет-маркетинге давно, я точно знаю, что у Ютуба, у Яндекса, у Гугла есть свои маркера. И вот если ваш канал или ролик замаркирован, то, что вы используете там не, там как-то не так, вы пытаетесь ввести в заблуждение алгоритмы Ютуба, то шансы на то, что вдруг вас
простят, очень невелики. Они даже крайне малы или равны нулю. Почему? Потому что алгоритм Ютуба не будет больше на вас тратить свои ресурсы. Поймите одну простую вещь, что алгоритм это не бесконечность. Алгоритм это ресурс, который тоже имеет конечную стоимость, и он должен анализировать ваш канал. И вот если вы приобретаете эти самые услуги по накрутке, по лайкам, по комментариям, по там глубине удержанию с гарантией подписчиков, то вы убиваете свой канал с гарантией. Я думаю, что этот способ, этот мой видеоролик поможет вам хотя бы, если один человек из 100 просмотревших этот совет откажется от накрутки, то я считаю, что ролик удался. А мы продолжаем дальше. Пора-барабан. Так, почитаем немного чат, а то мы только по субботам читаем. Не забывайте про правила. Татьяна Рындина. Мои авторские песни. Добрый день, Татьяна, здравствуйте. Хорошее настроение, позитив. Александр, мало того, что включили колокол, но еще и делимся тем. Делитесь, друзья мои, потому что как бы, знаете, я вас решил призывать, помогать, потому что эта тема такая, знаете, у меня клиент говорит, а я не знал, откуда же я знал, да, в этом формате. Дальше. Можно ли убить канал конкурента, заказав его накрутку? Нельзя. Понимаете, вы, ваш вопрос звучит так: можно ли я обману алгоритмы Ютуба? Ответ: нельзя. Ну, потому что у вас, я все время говорю одну простую вещь, что если вы, друзья мои, начинаете думать о том, что вы сможете обойти алгоритмы Ютуба, то это все предельно просто. Да, мы с вами холодильники. Холодильник, открывается дверка, свет загорается, закрывается, свет потухает. А YouTube это огромный компьютер, который управляет всеми кораблями в космосе, и он управляет всеми там заводами, фабриками. И вот мы пытаемся этими соревноваться с кем, поэтому я думаю, что нет. Мастер Кипа на вахте, привет, мастер. Поясните, есть ли угроза потери канала, если несколько человек, ботов, хакеров объединяются, накидают страйков или жалоб? Это мы проговорим про это, вот смотрите, то есть это я собрал, то есть я вам покажу, как нас в выходные эти прессовали, да, вот как вот, и вот расскажу, все покажу, поэтому смотрите, просто давайте по пунктам сделаем, чтобы все было правильно и все было честно. Дальше, так. Боба, привет. Костяра ингейм. Сразу смехнул, что в заимке накрутки шляпа полная. Да. Приветики, здравствуйте, друзья мои, здравствуйте. Итак, продолжаем. Давайте дальше поехали. Чтобы не… Сейчас я попью немножко воды. Вот. Смотрите, я вам скажу честно, что вот мы собрали для вас 17, это опыт, которым мы делимся. И это как бы опыт практиков, да, это то, что к нам приходят люди, и я понимаю, или я им говорю, что ваш канал закроется, да, и он потом закрывается. Мне уже как бы я могу гадать, да, потому что я говорю, что вот глядя на канал из-за опыта, когда ты каждый день смотришь каналы, то ты понимаешь и смотришь, что будет дальше с этими каналами, и ты понимаешь, как это работает. Мы к этому тоже придем. Итак, друзья мои, следующий способ потерять свой канал с гарантией – это отсутствие у вас полностью отсутствие контент-плана. И вы сейчас начинаете чесать свою бороду, либо там прическу, говорит, какой контент-план? У меня есть контент-план, но я вам сейчас за 2 минуты докажу, что отсутствие контент-плана приводит к потере канала с гарантией. Прежде чем мы продолжим, небольшая просьба: поделитесь этим видео с друзьями, нажмите на колокольчик, подпишитесь на канал. Это нужно нам и вам, чтобы YouTube показывал видео наши чаще в рекомендациях. Таким способом мы сможем помочь большему количеству людей узнать о полезном контенте и защитить их от потери канала, потому что больше, вот это боль, друзья мои, это реально боль, когда люди действительно сидят, особенно там
мне очень жалко пенсионеров, да, или там вот молодых мамочек, кулинаров. Они сидят, делают, потом раз и схлопывается канал на ровном месте. Поэтому вот такая история. Итак, причина, по которой вы можете потерять свой канал, это отсутствие контент-плана. И вот почему. Давайте так. Когда я спрашиваю, есть ли у вас контент-план? У многих людей есть контент-план, он примерно такого свойства. Там 30 каких-то идей, ну, это в лучшем случае. А бывает просто там, да, есть. Я говорю, ну, давайте напишем прямо сейчас 100 идей для вашего канала. 100 идей для вашего канала. И вот здесь люди, они любят себя обманывать, я в том числе, очень любим себя обманывать. Конечно, мы напишем, что ж не написать. А правда такова, что когда мы начинаем писать, мы понимаем, что после 20-й идеи для видео у нас ступор, а после 35-й у нас уже вообще ни о чем. А самая большая проблема это в том, что мы, коллеги, друзья, видеоблогеры, начинаем думать, что эту тему мы уже обсудили, это видео, на этот вопрос мы сняли, и 100 идей у нас начинает быть, ну вообще мы стопоримся. А почему? А потому что когда мы, смотрите причину первую, когда мы выбирали идею для своего канала, мы изначально не прописали количество тем, которые мы можем сделать. И вот мы пришли такие заряженные на победу, на успех, на удачу. У нас все есть, но оказалось, что у нас иссякает тема. А дальше вы как автор выгораете. Я огромное количество видел классных каналов, они сейчас есть. Вот давайте, например, чтобы было, не хочу никого обидеть, пример. Есть классный канал, он там был про уху. То есть классная идея там, да, там способы ухи, там финская уха, такая уха, про, ну, про рыбалку там, про уху, но количество роликов про уху, оно ограничено. Ну пусть их будет 15, пусть их будет 20, пусть их будет 30, но их нельзя сделать 100. И вот когда вы начинаете уже взяли тему, маленькую тему, и не собрали по ней контент-план, написали, что вы начинаете делать? Выгорать. У вас нет новых роликов. Те старые ролики, которые вы записываете или переписываете, вы уже стесняетесь. У вас мозг начинает тормозить. И что вы делаете? Вы теряете свой канал, потому что вы его не обновляете. У вас нет обновления контента, соответственно, YouTube, я думаю, что YouTube считает то, что все, что вы сказали, вы уже рассказали, и все. Этот канал становится памятником себе нерукотворным. То есть вы сделали себе канал, залили туда 20, 30, 50 роликов и все. А помните наше главное правило? Мы говорили, что ваше, вот у вас контент-план должен быть бесконечный. То есть у вас не должно быть конца ваших тем. Идея вашего канала должна быть такая, чтобы, ну, такая, чтобы вы могли снимать и снимать и снимать. Вот сейчас у нас есть в школе видеоблогеров 5000 видео, больше уже, наверное, уже, но мы даже не сняли и 10% того, чего хотим. И с каждым разом у нас идей все больше и больше и больше и больше. И когда я на консультации спрашиваю клиента, а что вы будете снимать через год, он улыбается. А я говорю, здесь нет ничего смешного. Здесь давайте мы распишем, если вы снимаете хотя бы 2 видео в неделю, друзья мои, да, то это в году 50 недель. То вам надо минимум 100 идей. Но год. А дальше что? А вы же не думаете, что за год у вас все вы сделаете и победите. То есть вам надо снимать 2, 3, 5, 7, 10 лет. Потому что каналы, вот если посмотрите успешные, да, это их минимум 5 лет промежуток. А соответственно, если 5 лет в год, 100 тем, 500 тем, где ваши темы? И вот отсюда вывод. Вы точно потеряете свой канал, если у вас нет контент-плана, если у вас нет понимания, сколько роликов. Если вы верите себе, ну, я считаю, что то, чего не написано, не существует. И если у вас нет контент-плана, то очень скоро ваш канал уйдет в свободное плавание, вы про него забудете, потому что вы будете себя убеждать в том, что типа, ну, все, что мог, я сделал.
да, и начнете покупать на него там накрутки, тут там все такое. Поэтому, друзья мои, начинайте прорабатывать свою идею с контент-плана. В школе видеоблогеров огромное количество роликов, как создать контент-план, примеры контент-плана. Мы показываем, как это все делать, рассказываем, поэтому смотрите, делайте, и будет вам счастье. Пора барабан. Столярный микс, здравствуйте. Так. Пусть медленно канал растет по органике. Ну, это и да, и нет, да, то есть как бы медленно, пусть медленно растет, это ваша ошибка, это ваш таракан. Дальше. Наталья, давно Александра смотрю и ни разу об этом не пожалела. Спасибо большое, друзья мои. Самое главное не то, что смотреть, да, вы должны, вот смотрите, как правильно делать, да, вы должны посмотреть, потом применить, а потом понять. Вот это такая аксиома, потому что многие люди, они сначала смотрят, а потом пытаются понять, а потом, если понимаете, то применяете. Нет, вы не поймете, как работает контент-план, пока вы не начнете его составлять. Вы не поймете, как он работает, если вы не сделаете там десятки ошибок. Ошибки – это наше все. На ошибках учатся. То есть мы вам предлагаем учиться на наших ошибках. Потому что эксперт – это человек, который сделал огромное количество ошибок в определенной и узкой области. В данном случае вы можете нанять человека, который сделал огромное количество контент-планов, и он знает, что правильно, что неправильно. Но сами вы его сделать пока, то есть нет, вы сможете научиться, но обидно в том, что когда вы будете уже делать контент-планы большие, яркие, интересные, то вам надо будет искать клиентов, кому бы это сделать. Дальше поехали, друзья мои. Итак, следующая причина. Вы точно потеряете свой канал на ютубе, если доверили регистрацию фрилансеру или соседу. Вот я вам с гарантией говорю, это классический пример, тоже там в топ-10 ошибок, когда люди начинают доверять регистрацию своего канала фрилансеру, соседу, знакомому сестры, еще кому-то еще, или на работе там, как часто бывает, менеджер открывает канал. Расскажу историю. Но прежде чем мы начнем, давайте опять же, я вас попрошу, небольшая просьба, мне просто и вам просто, и нам приятно будет очень подписаться на канал, нажать на колокольчик и поделиться этим видео, потому что нам и вам, и нам это нужно, чтобы YouTube чаще показывал видео в рекомендациях, и таким способом мы сможем помочь большему количеству людей узнать о том, как можно потерять свой канал, чтобы они этого не совершили. Итак, друзья мои, давайте с истории начнем. Классический вариант. Когда ко мне приходит клиент на консультацию, мы с ним говорим, давайте посмотрим, что у вас в аналитике. Но я никогда не беру адрес и логин, пароль для почты Gmail, для канала. Почему? Потому что есть Zoom, потому что есть Skype и потому что всегда можно посмотреть экран. Я говорю, заходите, я буду смотреть, я буду вам говорить, куда нажимать. Почему, друзья мои? Потому что очень часто люди, которые владеют каналами, они не понимают, кто является владельцем канала. Более того, оказывается, что они являются просто менеджерами этого канала, там, либо администраторами, никак не владельцами канала. Почему? Потому что они, когда было надо, не включили голову, не включили, не помониторили, как правильно, да, и попросили человека помочь им зарегистрировать канал. Или они пришли на фриланс и фрилансеры, давайте я вам сделаю канал, поставлю там это, как его, шапку, баннер, там обложки, настрою и потом передам вам. Все бы хорошо, но он забыл вам передать. Типичный пример, расскажу историю. Ко мне пришли клиенты, и вот они делают канал. 3 года делают канал. Вливают рекламы, мама не горюй. Вливают туда канал, чтобы вы были, очень конкурентная тематика, и там порядка 300 тысяч уже подписчиков. Просмотры идут, канал один из лидеров в отрасли. И вот здесь начинается самое интересное. Кто-то пытается подключить канал на монетизацию, и они говорят, это не мы.
Когда мы начинаем разбираться, оказывается, что у канала есть основной владелец. И этот основной владелец, это был менеджер этой компании, который вовремя подсуетился 4 года назад, сделал канал, оформил его на себя, а адрес компании сделал владельцем. То есть у канала есть два, ну было, сейчас уже меняется немножко, но было два, да, это основной владелец и владелец. У основного владельца есть абсолютно все права. Он может удалять, менять туда-сюда. Когда мы начали разбираться, то оказалось, что в этой компании работал человек, который уже уехал. Более того, он уехал даже со страны. Он сейчас живет в одной из стран Европейского Союза и спокойно, улыбаясь, несколько лет сидит и смотрит, как компания во главе вполне образованными мужчинами развивает его собственный канал по его тематике. И вот здесь самое интересное, это классика жанра. Когда мы обратились к этому человеку с просьбой, возможно, вы забыли, но надо бы права передать, он нам выставил очень и очень круглую сумму. И до сих пор вопрос не закрыт, они до сих пор там бодаются, и он им там угрожает. Я не знаю, чем это закончилось, потому что я не хочу в этом вариться, друзья мои. Почему? Потому что если вы с самого начала доверились, вот эта классика всегда идет. Я когда делал сайты, да, люди оформляли домен сайта там, либо оформляли там тексты, там все, группы в Инстаграме, в соцсетях, в Фейсбуке, ВКонтакте оформляют группы на других людей, потому что самим лень разбираться, а потом это пожинают. Поэтому записали себе свой ежедневник, что вы точно потеряете канал, если доверили регистрацию фрилансеру, соседу, другу, знакомому, менеджеру. Как здесь, что делать? Немедленно, прямо сейчас, когда вы посмотрите этот видеоролик, этот стрим, обязательно пойдите и посмотрите, кто является владельцем этого канала. Кто, ну, своего канала, не нашего, а своего канала. Кто является, да, кто может давать права, забирать права. Обязательно найдите почту, потому что вот классика жанра, вы ее знаете, у каждого из вас, вот я с гарантией, есть человек, у которого App Store либо Google Play зарегистрирован на адрес, который вы уже потеряли, и доступ к нему уже потеряли. Потому что неважно, работает и работает, да? Поэтому посмотрите, на кого зарегистрирован канал. Второе, проверьте почту. То есть зайдите на эту почту, убедитесь в том, что там резервный адрес или способ восстановления этой почты вам доступен, и ложитесь спокойно спать. Пора барабан. Дальше поехали, друзья мои. Анна, спасибо большое за полезнейшую информацию. В каком виде софте лучше оформить контент-план? Google таблица. Анна, заходите у нас Google таблица. Заходите к нам на канал Школы видеоблогеров. В поиске набираете контент-план, как сделать, и там вываливается целая куча роликов, посмотрите, поэтому как бы будет в таком формате будет хорошо. Дальше поехали. Сейчас я воды. Друзья мои, не забываем. Итак, следующее. Вы точно потеряете свой канал, если у канала нет героя. Если канал, вот я вот с гарантией, друзья мои, то есть у канала должен быть герой. У канала должна быть, у автора канала должна быть мотивация. Потому что мотивация очень часто, она самая сильная, это популярность, это публичность, это узнаваемость. И канал строится на герое, потому что мы уже говорили, что люди приходят за эмоциями. Люди приходят за тем, чтобы получить какую-то эмоциональную зарядку в социальной сети. А YouTube, Facebook, Instagram это является социальной сетью, тут не поспоришь. Прежде чем мы продолжим, друзья мои, я опять напоминаю вам подписаться на канал, поставить колокольчик, поделиться этим видео с друзьями. Это нужно, чтобы YouTube нас рекомендовал, показывал рекомендации чаще
И таким простым способом мы сможем помочь большему количеству людей узнать о том, как не потерять канал и что необходимо сделать. Поэтому, друзья мои, если вот мы уже с вами решили, что люди приходят за эмоциями, и это подтверждено не только мы, то есть это исследования, это опросы, и посмотрите про себя. Вы же не приходите на YouTube или в Facebook за чем-то, ну, супер полезным. Вы приходите за развлечься, там, отдохнуть, да, поговорить, пообщаться. То есть вы приходите за дозой эмоциональности, назовем это так, да. И в этом случае, если вы ассоциируете канал очень часто с автором. У нас школа видеоблогеров и наши авторы вверху, ассоциация, да, с тем, что канал, там Некрашевич, Левченкова, Бережкова, там Федор, Крышкова, это все канал школы видеоблогеров. То есть вы уже даже на обложках видео понимаете и узнаете. И вот когда есть огромное количество исследований, то есть и это узнаваемость, это что-то сродни такому, как, наверное, такой своеобразный эмоциональный, наверное, наркотик. Почему? Потому что здесь люди очень и очень к этому привыкают. Этого много не бывает. То есть узнаваемости там. И вот когда мне говорят о том, что мне это не важно, да, там, я не хочу там, чтобы меня узнавали, я думаю, что люди врут. Врут себе, врут мне. Может быть, они в это верят, но дальше происходит странное. Почему? Потому что, почему я утверждаю, что ваш канал, вы потеряете свой канал, потому что у канала не будет героя, у канала не будет лица, потому что первая причина. Люди приходят, то есть люди покупают у людей, и люди любят общаться с людьми. Закадровый голос хорош, но еще больше хорошести, когда выходит автор этого закадрового голоса. Посмотрите, как классно зашли ролики с Алисой, допустим, из Яндекса, да, там с актерами дубляжа. Почему? Потому что людям всегда интересно тот, кто говорит за кадром. И если у вас не будет этого, то это канет в лето. Потому что, как бы, смотрите, вторая причина. Люди привыкли к телевизору. Люди привыкли, то есть, и если сравнивать, давайте честно, скажем для себя честно, вот если будет два канала, а на одном канале и на втором одинаковый контент, но одинаково полезный контент, но на одном канале есть автор, который рассказывает, который делится с вами переживаниями, вы видите эмоциональность этого автора, вы видите мимику, да, вы на него приходите, а на втором канале просто закадровый голос. Вот это, я считаю, пережиток уже прошлого, когда там были различного рода там слайды, да, там закадровый голос, гнусавый. Уже люди приходят на людей. И поэтому я точно знаю, что вот я гарантирую вам, потому что я вижу, как каналы без героя, без лица загинаются. Потому что у человека нет, вот когда я с вами говорю или там читаю ваши комментарии, я тоже эмоционально заряжаюсь. Когда я иду по улице, о, вот вы же там этот, как его там, вот вы там в том канале, я вас там видел, да, я тоже эмоционально заряжаюсь. Нет, я, конечно, делаю что типа да-да-да, там, да, но самому приятно, и вам же приятно. А это мотивашка. Ваш мозг получает эндоморфин, да, вброс. И этот вброс вам хочется еще, и это мотивирует вас снимать дальше. А когда ваш канал без лица, то третья причина. Его вполне себе можно украсть. Ну, тот контент, который вы делаете, голос можно переозвучить. Вот попробуйте сейчас украсть то, что сейчас я вам рассказываю. Как вы меня вырежете или как? Голос мой стрете. А если бы меня сейчас в кадре не было, а были просто интересные слайды, то вы вполне себе могли бы меня просто переозвучить. Правильно? Правильно. Поэтому, друзья мои, если вы до сих пор еще думаете, что голос за кадром победит, потому что вы даете полезный контент, подумайте над тем, что у вас либо стырят этот контент, переозвучив его, либо появится кто-то, кто тот же контент, что делаете вы, перескажет уже на камеру и будет героем канала. И будет героем для вашей аудитории. А аудитория это такая субстанция, она как это, с гибкой верностью. Она пойдет, пропадет и будет смотреть другого. То есть она как-то обещать не значит жениться. Поэтому, если вы думаете снимать с лицом либо без лица, конечно, снимайте с лицом. Пора.
Так, Ольга Бабикова. Если продвижение ролика идет через рекламу, ролик быстрее попадает в рекомендации, и, достоверных данных нет. Есть примеры, где после рекламы в рекомендованных забрасывает, есть примеры, где не забрасывает. То есть там много факторов. Готовим вкусно с душой. Александр, большое спасибо за вашу работу. Пожалуйста, рада стараться. Анна, а если детский контент без лица, нужно тоже героя выбирать? Ну, смотрите, герой это вот, если совсем нет лица, я бы порекомендовал, допустим, делать персонажа. То есть вот у нас есть канал, мы делаем клиенту, да, они, там много, там компания большая, и мы нарисовали им персонажа. Это тоже герой, да, то есть у канала должен быть герой. Должен быть тот, кому вы сопереживаете, то есть та узнаваемая личность, на которую вы приходите, та узнаваемая, не знаю, вот кто герой у Маши и Медведя? Мультик, да? Там есть Маша и Медведь. Два героя. То есть поймите, герой это то, вот люди больше всего любят истории. Вам эти истории рассказывали с детства, как в качестве сказок, да? То есть почему в сказках всегда, то есть нам изначально есть идея героя. Герой фильма, герой сериала, герой книги, герой канала тоже должен быть. Поэтому это классика, друзья мои. Дальше поехали. Попью воды. Сегодня суббота, напоминаю. Так. О, нас уже смотрит. Вы точно потеряете свой канал, если ждете, что мимо вас проплывет труп конкурента, потому что вы убеждены, что побеждает тот, кто умеет ждать. Это очень частое заблуждение. И вот здесь в нашем чате она тоже говорила, да, что как бы я бы посидел, подожду лучше понемножку, но с органикой. Друзья мои, это заблуждение, и вот почему. Потому что мы об этом будем дальше говорить и много говорить, но прежде чем продолжим, опять небольшая у меня просьба к вам, друзья мои, вот просто уже я решил просить, потому что как бы не попросишь, не получишь. Подпишитесь и нажмите на колокольчик. Объясняю, что это нужно для того, чтобы наш YouTube чаще показывал наш канал, наши видео в рекомендациях, и люди, которым мы вместе с вами сможем помочь, узнали, как они могут потерять свой канал, потому что это очень важно. Да? Очень многие люди, они думают, что все знают, они там читают, покупают до сих пор накрутки, подписки, там все дела. А мы продолжаем. Итак, вы ждете, что вот так вот сидите и ждете, то есть как бы я вот жду там, да, пока, как это, по реке там проплывет труп вашего конкурента. Потому что вы читаете книги, может быть, правильные книги, и там есть такие, там, побеждает тот, кто умеет ждать. И вы такие сидите и ждете. Друзья мои, вы не дождетесь. Вы же не курица, которая сидит на насесте и там снесет яичко и ждет, пока цыпленочек вырастет, и потом будет нормально. Нет, ваш канал без вашего участия не вырастет. Вы должны, у вас должен быть, слово должен здесь обязательное. У вас должен быть свой маркетинговый план, у вас должен быть свой контент-план, у вас должно быть понимание рекламного плана, рекламного бюджета, как вы будете продвигать свое видео. То есть без этого никуда. То есть если бы так было просто, этим бы занимались бы все. Вот давайте подумаем, вы бы сели сейчас, да, вы бы просто сели, сняли там 15-20 роликов, таких много, друзья мои, таких очень много. Они сидят, а чего вы ждете? Чего вы ждете? В каком месте ну, мы ждем, пока алгоритм Ютуба подхватит наше видео и понесет. Или так ждите до второго пришествия будете ждать. Это неправда. То есть если вы не делаете ничего, не делаете посевы в социальных сетях, не делаете какие-нибудь коллаборации, не делайте статьи там, которые рекомендуют ваш контент, не делайте там огромное количество, как продвигать видео, даже с небольшим бюджетом есть на школе видеоблогеров. Если вы этого всего не делаете,
то здесь одна поговорка работает, да, что под лежачий канал вода не течет, да, соответственно, под лежачий камень вода не течет и к вам не потекут ручейки, откуда им взяться. Это я все время своим клиентам на консультации говорю, представьте, вот у вас классный канал, правда, правда, у вас очень классный канал, у вас классный контент, классный автор, классный сценарий, классное оформление, классное все, но вы не сделали нифига для того, чтобы показать свой канал миру. Как пример, я люблю эту аллегорию очень хорошо. Вот я ее привожу всем, кто был на консультации, у меня помнят. Вот есть девушка, которая сидит и которую очень хорошо воспитали. Ей дали офигенное образование. Она очень хорошо воспитана, она умеет шить, готовить, она классно поет, играет на фортепиано, читает классиков, говорит на 3 языках. Она очень фигуристая, потому что она занимается каждый день спортом, она там, у нее там фитнес, тренажеры, она очень ухоженная, она очень классная, но она никуда не выходит. Она сидит дома и ждет, что к ней придет принц ее и предложит ей руку и сердце. Но принц, проходящий мимо дома, даже не знает. Он даже не понимает, что в этом доме там на 23-м этаже живет та, с которой у него будет семья, дети, счастливый брак и спокойная старость. Он не знает о ней просто потому, что она ему не сообщила. Она ничего не сделала для того, чтобы он о ней узнал. Но она ждет, потому что она офигенная. И ей все говорят, ой, конечно, конечно, ты такая классная, тебе точно достанется какой-то принц. А потом вы теряете свой канал. Ваш канал, как эта девица, она стареет. И вот уже ей 40 лет, и вот ей уже полтос, и она до сих пор сидит и ждет этого самого принца. Дождется она его? Нет. То же самое с вашим каналом. Если вы нифига не делаете, если вы вообще сидите и ждете, что конкуренты мимо вас проплывут и потонут, и вы такой раз, и герой там в варях выйдете, нет. Еще одна причина, ко мне приходят клиенты, это что-то у нас пропали просмотры, что-то у нас не то с каналом. А все предельно просто. У вас с каналом все то. У ваших конкурентов каналы стали лучше. Ваши конкуренты начали снимать интересно, ярко, много и хорошо. А мы помним, друзья, что у нас есть только 2 способа привлечь наших зрителей. Первый способ – это забрать его у нашего конкурента. То есть предложить ему что-то интереснее, чем у конкурента. Лучше, чем у конкурента. Это первый способ. А второй способ – это, может быть, найти того, кто не знает, что у нас есть контент, который нужен ему. И вот тех людей, кто не знает, их очень мало. Потому что уже те люди, которые приходят смотреть, самое тяжелое – это забрать у конкурента, потому что вся ваша целевая аудитория, а у вас новый канал, она сидит у конкурентов. И ваша задача забрать их, отвоевать у конкурентов. А если вы будете сидеть и ждать, то вы такой себе… Нет, стратегия очень правильная. Она прямо такая энергоресурсно незатратная. Мы будем сидеть и ждать, пока, а вдруг конкурент сломает ногу и не сможет никуда, а вдруг у него дом там сгорит, и мы вот такие раз, и мы будем. Друзья мои, не будете, будет как бы все не так хорошо. Поэтому еще раз, да, не самая лучшая стратегия ждать, когда мимо вас проплывет труп вашего конкурента. Не побеждает тот на ютубе, кто умеет ждать. Пора-барабам. Дальше. Так. Мы не ждем, мы работаем. Это отлично. Но сейчас на русском ютубе есть немало количества каналов, у которого нет героя. На этих каналах есть миллионы подписчиков и немало просмотров. Я не спорю. Вот поймите, что как бы, что вы говорите, но сейчас на русском ютубе есть огромное количество каналов, которые начали 8-10 лет назад, и у них сейчас есть миллионы подписчиков. Я говорю про то, что про ваши каналы.
Поймите, когда, вот, смотрите, на примере вам расскажу, чтобы вам было просто и понятно, да, элементарно. Когда ко мне приходят люди, типа там, вот мне тот человек говорил, я говорю, идите к нему, идите, и пусть он вас, видите, вот когда вам обещают научить сделать канал, который приносит там $1 миллион и показывают там на что-то, то пусть это не повторят. Почему они это не повторят? Почему они это не делают много каналов таких? Ну, вот это, знаете, что есть очень много, вы не знаете того, что было, что предшествовало. Понимаете? Раньше, когда, допустим, раньше было 5-10, всего 5-10 более-менее каналов на весь интернет русскоязычный про детей. 5-10, вот 2008 год. Там было вообще крохи этих каналов. И люди, приходящие в YouTube, смотрели, что есть. Именно поэтому, да, вот как бы удержание там изначально сразу большая аудитория. Дальше поехали. Можно ли потерять свой канал, если его ведет ребенок? Но тема роликов не на старший возраст. К примеру, съемки с гонок, обзоры мероприятий. Ольга, я буду об этом говорить, но опять же, мы сейчас делаем с Федором. Мой сын делает канал про астрономию. Не астрологию, там, не знаки зодиака, там, да, там, типа, да, а про звезды, про планеты. Это взрослая тема. И, в принципе, ее можно делать и можно вести, но там есть очень много но. И мы к этому вернемся. Итак, следующее. Ох, классно. То есть, смотрите. Итак, друзья мои, вы точно потеряете свой канал, если вы относитесь к каналу, к своему каналу, как к хобби или как к каналу выходного дня. И вот почему. Но прошу вас, у нас уже много, больше сотни, подписаться на канал, если вы еще до сих пор не сделали. Это нужно для того, чтобы и колокольчик нажать, чтобы вы не пропускали классные наши стримы, да, и чтобы YouTube чаще показывал нас, наше видео, наш канал в рекомендациях. Таким простым способом, просто нажали колокольчик, подписались, поделились видео, вы сможете помочь большему количеству людей узнать о способах, при которых какими можно потерять канал и помочь им этого не делать, сохранить канал. Если мы вместе хотя бы поделимся, вот сейчас 100 человек, хотя бы каждый отправит по одной ссылочке другу, то вот уже 100 человек узнало. Будет нормально. Так это работает. Итак, друзья мои, причина, при помощи которой вы потеряете канал точно, ну, это причина, что вы относитесь к каналу как к выходному, как к хобби, там, хобби выходного дня. И вот как это работает. Ко мне приходят клиенты и говорят, слушайте, я хочу делать все бы хорошо там, и канал классный, и идея классная, и ролик классный, который он там сделал, промо-ролик там, все отлично, все хорошо. А потом выясняется, а сколько времени, сколько у вас команда, сколько времени на канал, и выясняется, что люди готовы тратить на канал 2 часа. Все, подождите, что значит 2 часа? Ну, я с работы прихожу, я устаю, у меня там семья, дети, жена, вот. А в субботу у меня есть 2 часа свободного времени, и я могу тратить на канал. Я говорю, закрывайте свой канал. Потому что нет, он в принципе будет. Это будет ваш такой, ну как бы, это будет такой видеоархив вашего творчества. Но не более того, потому что если вы хотите зарабатывать на нем, а хотят все, вот я вас уверяю, хотят все зарабатывать на своих каналах. Если вы хотите на них зарабатывать, то тратя на это 2 часа, если бы я знал, как это делать, то в принципе это можно вести, то есть 2 часа в неделю, 4 недели в месяце, это 8, то есть как мне, вот перефразирую вопрос, как мне сделать успешный и популярный канал, занимаясь этим каналом 1 день в месяц, 1 рабочий день в месяц? Ответ – никак. Лягте и поспите. Или возьмите эти деньги, сходите с женой в кабак, поешьте, вам будет что вспомнить. Все. Потому что канал, особенно первый год, 2-3, это не марафон, это триатлон. Это как вот Ironman. Это когда вы сначала плывете, потом вы бежите или там едете на велосипеде, а потом вы бежите.
И это огромная нагрузка, потому что вместе с вами снимать интересный, популярный контент хочет огромное количество людей. У вас вот опять то, что говорю конкурентам. Когда мы об этом рассказываем или когда мы об этом обсуждаем, вполне возможно сейчас за вашим там перегородкой, за вашей стенкой, на вашем этаже сосед ваш делает такой же канал. Делает такой же канал, и в принципе вы можете, ну, скорее всего, вы можете сделать какой-то гениальный канал, занимаясь им 1-2 часа в неделю свободного времени, да, вот вместо там похода в парк вы решили позаниматься своим каналом. Вы можете, если вы там гений, если вы эксперт, и за вашим мнением стоит очередь из там, не знаю, из популярных изданий, и все таки ждут, что же скажет этот эксперт. А если вы просто человек, ну там, может быть, в чем-то эксперт, и просто думаете, что вы просто вышли и к вам набежало огромное количество людей, зрителей, внимание которых вы будете продавать своим рекламодателям, то я хочу вас огорчить. Ну, если вы относитесь к этому как хобби, то и не ждите от вашего хобби, ну как вот хобби, как марочки. Вот вы можете заниматься им там 2 часа в день, или там час в день, или 2 часа в неделю. Смотрите марочки, но вы там значочки, медальки, монетки, все что угодно, но не рассчитывайте на какие-то охваты, откуда они возьмутся. Откуда они возьмутся? Вот поймите, что если вы с этого хотите как с бизнеса получать дивиденды, прибыль, то и относиться надо как к бизнесу. А если вы как хобби там за 2 часа, то если бы я знал, как это сделать, то я бы, наверное, сам делал. Это представьте, 2 часа в неделю и канал. Это значит, получается, я могу в день делать 5 каналов. Ну, 10, у меня 10-часовой рабочий день, да? А за 6 дней недели я могу делать 60 каналов вести. Я такой, прям вообще бог. Бог там, не знаю, маркетинга. Поэтому, друзья мои, надо четко для себя разделить. Если вы вот хотите обманываться, да, а очень многие обманываются, мы к этому придем, поговорим, но это будет причина другая, да, и вы сами себя говорите, ой, ладно, вы просто должны себе признать одну простую вещь, что вы боитесь того, что у вас не получится, поэтому вы подготавливаете себе плацдарм для вступления, что типа, ну, я же ничего не ждал, и друзьям я говорю, что это не канал, ну так, хобби, позаниматься по чуть-чуть, да, поэтому не надо тратить время, то есть вы должны подготовиться, созреть морально, финансово, физически к каналу и рвануть к этому триатлону, к этому финишу победы. Но надо понимать, что это огромное количество работы, огромное количество времени, нервов, попыток, неудач. И мы говорили, что ваш первый канал будет, вот точно будет одним большим куском добра. Поэтому делайте, пробуйте, и будет все хорошо. Пора барабан. Ксения, я знаю минимум 5 каналов, у них 5 видео, они загрузили 5 лет назад, они забросили, ни одного видео не выгружали, в этом году им включили монету и за 1 месяц по 10 тысяч подписчиков. Это как? Это, Ксения, ответ в вашем вопросе, да, там как бы вот они 5 лет назад, 5 видео, потом включили монету, 10 тысяч подписчиков, ну и чего? Подписчики это, ну, как бы такая себе история, да, то есть вопрос же в том, кто, то есть сколько заработка на это. Включили монету и что? Включили монету, у меня есть каналы, где включена монета и там $12 в месяц. Ну и чего? За год там можно что-нибудь натикает нормально. Друзья мои, то есть подключение монеты не означает, что ты там прибыльный, популярный, интересный канал. Это все, знаете, ну есть, ну повторите это. Вот, знаете, всегда хорошо говорить, повторите, то есть залейте 5 видео, потом ждите 5 лет, а потом через 5 лет включите монету. Нет, значит это случайность, там, как это сделано, если не знает. А раз не знает, нельзя повторить, нельзя заработать. Пора барабан. Дальше поехали. Итак, вы точно потеряете свой канал, если
начали его монетизировать рано или нерелевантной рекламой. Что это такое? Почему мы об этом решили вам рассказать и доложить? Прежде чем мы продолжим, я опять к вам с небольшой просьбой. Подпишитесь на школу видеоблогеров, поделитесь этим видео, поставьте лайк, колокольчик. Не нравится, поставьте дизлайк, тоже нормально. Это нужно для того, чтобы YouTube чаще показывал наши эти видео в рекомендациях. Таким способом мы вместе с вами сможем помочь тем людям, большему количеству людей, не потерять их детище, потому что хуже всего, когда ты сидишь 2 месяца работаешь, 2 года работаешь, и потом раз, и канал закрывается. Поняли? Поехали. Итак, друзья мои, вы теряете свой канал, у меня клиенты теряют свой канал, когда они начинают его монетизировать рано и нерелевантной рекламой. Что это значит? Что значит нерелевантная реклама? Релевантная – это значит неподходящая реклама. Давайте на примере. У моего клиента, который приходил на консультацию, канал о психологии. Психолог, и казалось бы все хорошо, но настолько надоела эта безысходность, что он начал подавать рекламу там, ну, скажем так, продукции, которая не совсем интересна для его аудитории. Давайте, чтобы вам было еще проще. Вот у вас есть кулинарный канал, и на этом кулинарном канале, конечно же, ну, была бы интересна реклама каких-нибудь, не знаю, там микроволновки, да, там скороварки, мультиварки, там специй, да, каких-нибудь там, не знаю, приложений с рецептами или каких-нибудь там, не знаю, магазинов фермерской еды продуктов, да, ну, то есть тематическая, релевантная, да. А если на кулинарном канале начинается реклама Форекса или начинается реклама там бобровой струи, то в этом случае, ну, так себе история, так себе идея, согласны. И вот здесь, в этот случай, или же люди, вот многие клиенты, зрители, они подключают рекламу, подключают монету на YouTube. Классно, вам YouTube включает рекламу, вы ставить в начале, в конце, в середине, везде ставится реклама, еще умудряетесь на этом этапе наклепать рекламы, чтобы не было как бы там, ну, чтобы совсем еще интеграции. То есть и ваш ролик 5-минутный, 5 минут ролик забит под завязку рекламы. Вот скажите честно, когда вы, вот почему многие не любят телевизор? Потому что когда вы включаете какое-нибудь кино или интересную передачу, там каждые 3 минуты реклама, это раздражает и вы уходите. Правильно? А почему вы думаете, что на ваших роликах вот эта реклама будет не раздражать? Потому что вы, наверное, думаете, что ну ваши же зрители действительно понимают, что вам на чем-то надо зарабатывать. Наверное, понимают. Но я вас уверяю, они будут уходить. А если еще реклама будет неинтересная, они будут покидать ваш канал навсегда. То есть в случае, если реклама есть, они могут ее промотать. А если реклама еще и нерелевантная, если вы там, допустим, на канале для рукоделия начинается рекламировать какие-нибудь там, не знаю, ставки на спорт, ну так себе история, от слова совсем. Поэтому, как это происходит? То есть вот у вас пример, живой пример. Моего клиента пошел канал, классный канал, очень хорошо все пошло, у него пошел выстрел. Я называю это прыжок из нищеты. К нему повалили клиенты, и он, знаете, в мультике, надо больше золота, и он уже готов был там все. То есть он просто взял и забивал все пространство рекламой. Что случилось? Ушли зрители. Ушла глубина просмотров. То есть те лояльные зрители, которые были у его канала, они просто ушли к другим. Они не обещали на вас жениться. Они не обещали, чтобы не было, типа, смотри, там спички типа ставим тебе, только смотри это, да? А рекламодатели, друзья мои, всегда смотрят на удержание, всегда смотрят на переходы. Потом, что случилось? Случилось просто элементарно. Реклама на партнерке, на медиасети там Ютуба начала приносить небольшие копейки, потому что просмотров были немного. А рекламодатели ушли, и он остался у разбитого корыта.
Не повторяйте этих ошибок, потому что уже, почему вы потерять канал? Потому что когда у человека теряется мотивация, вот вы же, наверное, еще, я думаю, я очень надеюсь на то, что вы еще не знаете, что такое, что такое потерять мотивацию. Это у людей опускаются руки. Вот он 2 года херачил денно и ночно. И вот он подумал, что взял уже Бога за бороду, уже все схватил, пошла масть, пошла, да, и он переборщил с рекламой, да, и она ушла, как рыба пугливая. И все. И он уже понимает, чтобы вернуться к исходной точке, надо практически все заново делать, да, там как бы собирать, а у него такая аудитория, ну, очень узкая, нишевая, да, вот как бы, я думаю, что ему тоже, опять же, он идею и канал потерял. А что необходимо сделать? То есть я все время вам твержу, друзья мои, чем больше вы будете, скажем так, чем больше вы будете ждать без рекламы, без лишних нагрузок на ваших зрителей, тем лучше будет для ваших зрителей. И для вас в итоге в том числе. Вот здесь важно не переборщить с рекламой, с интеграциями, со всем рекламным материалом. Опять же, делать аккуратно, постепенно. Знаете, и опять еще один совет. Если вы продавали рекламу на канале за $10, вы никогда не будете продавать там рекламу за $1000. Никогда. Вот у вас не будет того самого прыжка. То есть вы, ваш мозг, ваше там все будет кричать вам и объяснять, что типа, ну мы сейчас тут продадим за 10, за 20, за 30, а потом вот развернемся. Нет, такого не будет. Вы обвешаете свой канал и свои ролики рекламой, в итоге ничего толкового не будет по слову вообще. Пора-барабам. Привет, разве можно выбирать рекламу для своего канала? Смотрите, релевантную, то есть есть несколько способов монетизации. Рекламу вам на ваш канал, если вы подключены к Google Ads, выбирает Google. Он уже смотрит, какой человек смотрел рекламу, то есть историю этого зрителя, и начинает подбрасывать ему ту рекламу, которая по мнению Google подходит этому зрителю. Вы на это не влияете, более того, вы даже не можете на это посмотреть, что он ему показывает. Но вы можете покупать еще интеграции, да, там делать совместное, ну, к примеру, там, да, во время своего видео рекламировать какой-нибудь товар, услугу, приложение, что угодно. И это тоже как бы, вот я про это говорю, что вы можете выбирать рекламу, что вы будете в видео рекламировать самостоятельно. Но не забывайте поставить галочку, что в этом видео есть реклама. Дальше поехали, друзья мои. О, точно. Итак, вы точно потеряете свой канал, если сошли с темы канала и начали делать хайповые ролики и превратили свой канал в винегрет. И вот это как работает. Но прежде чем мы продолжим, друзья мои, давайте вместе договоримся с вами, вы нажмите на колокольчик и поделитесь этим видео с другими людьми. Потому что это нужно для того, чтобы YouTube наши видео, наш канал чаще рекомендовал, и мы сможем вместе помочь большему количеству людей, потому что я даю этот контент бесплатно. И вы это в бесплатной школе видеоблогеров, вы можете помочь другим, большему количеству людей узнать об этом. Итак, друзья мои, мы начали с вами с того, что вы очень часто сходите с темы канала и начинаете делать хайповые ролики, получился такой у вас а-ля винегрет. Как это работает? Давайте на примере моего клиента. Ко мне пришел клиент, и у него был канал про уроки математики. То есть вот он уроки математики, там математика, как решать, там дроби, уравнения, все классно. Но потом пошли темы вот эти хайповые, да, там вот слаймы там еще были, все дела. И он начал снимать ролики про эти про вот то, что сейчас в тренде, потому что он наслушался огромного количества экспертов по Ютубу, и ему объяснили, что ну снимай то, что сейчас в тренде, и размещай на свой канал. И вот у него вместо того, чтобы быть каналом по помощи решению школьникам, там подготовке к экзаменам, задач, у него начался канал с таким винегретом. Почему? Потому что он посчитал, что ну для школьников, то есть кто со слаймами играет, да? Школьники, кто в эти там фей там запускает, школьники,
обзор рюкзаков там к 1 сентября для школьников, и он начал вместо математики набрасывать вот эти темы. Там было все, ну, только не было, наверное, политики. Все остальное было, потому что ему объяснили, что школьникам же это интересно, и он снимал ролики. В итоге у него на канале вместо роликов про математику, ролики, там, допустим, там про все и сразу. Такой вот как бы вокруг света получился. Что из этого делается, как это правильно, как, почему канал теряется? Потому что если раньше YouTube подбрасывал его ролики в рекомендованные, в поиск, да, по запросам, то теперь сам YouTube не понимает, про что этот канал и относит его в дебри поиска. Давайте я вам на пальцах объясню, как это работает. Например, когда человек вводит в YouTube запрос, допустим, как выучить таблицу умножения, то первое, что показывает YouTube, это каналы, которые посвящены математике, правильно? То есть те каналы, которые посвящены, допустим, условно математике, обучению школьников. Потом он показывает ниже уже каналы, где есть плейлисты про математику. Потом еще ниже он показывает каналы, где есть какой-то ролик про эту таблицу умножения. Вот, то есть вот это совсем примитивная схема. Ну давайте еще раз, чтобы вам было понятно, чтобы было совсем просто и понятно. Вот, допустим, у вас есть канал про кулинарию, и на вашем канале есть только рецепты с мясом. Вот только рецепты с мясом. Больше ничего. На канале ваших конкурентов есть плейлист с мясом, ну, рецепты с мясом. А на канале еще одного вашего конкурента есть пару классных роликов про рецепты с мясом. Какому каналу, скорее всего, опять же теория, да, YouTube отдаст предпочтение? Наверное, скорее всего тому, где экспертное заключение человека, кто занимается только мясом. Третий пример, чтобы вам было совсем понятно. Вот вы едете, и у вас машина Мерседес. Вы едете, и что-то там забарахлило, что-то там начало стучать. Непонятно. Куда вы заедете? 3 автосервиса есть. Есть автосервис, где только занимается Мерседесами. Есть автосервис, где занимается Мерседесами, ну, где занимается всеми немецкими автомобилями. И третий автосервис, где занимается всем. От москвичей до ягуаров, там, до Бентли. Всех берем, заходи, дорогой, всех полимонтируем. Куда вы заедете? Скорее всего, в тот сервис, где занимается Мерседесом, если у вас машина Мерседес. Почему? Потому что шанс того, что там знают о ваших проблемах, и сумеют решить на фирменном оборудовании, гораздо выше. То же самое и в вашем случае. Но, когда вы делаете свой винегрет, то вы похожи на этот автосервис, где чинит все, от москвича до Бентли. Тоже, скорее всего, думает и YouTube и начинает меньше показывать ваши ролики, на которых вы так надеялись, и становится у вас канал «Все обо всем». А теперь правда жизни. Все обо всем, вот такую ошибку совершает 80% всех начинающих видеоблогеров. Они снимают без контент-плана и снимают все обо всем. Когда вы хотите все и сразу, бывает ничего и постепенно. Живите с этим. Пора барабан. Андрей Никаноров. Добрый день. В Google Ads, наверное, да, есть настройка региона, она работает, да. В Google Ads классно работает регион вообще. То есть, опять же, в Google Ads можно настраивать настолько четко, что можно даже не только региона, а можно микрорайона, и можно там показывать дом, и вокруг этого дома 200 метров сделать рекламу. Google Ads это вообще бомба. Дальше. Наталья, удачные сельские будни. Удачная Наталья. Приветствую вас и вашу команду. С удовольствием учусь у вас. Наталья, успехов вам. Дальше. Добрый день нашим спонсорам. Друзья мои, не забывайте про спонсорство, потому что мы даем очень интересный, полезный контент. Стать спонсором можно всего лишь 49 рублей там в месяц. И вы уже спонсор нашего канала. Это все предельно просто интересно.
Добрый день. Почему на новом канале новые выпущенные видео не набирают просмотров? Теги добавил, видео интересное, немного подписчиков есть. Что делать, чтобы YouTube рекомендовал мои видео? А вот это типичный вариант. Вы, наверное, не слышали то, что я говорил в самом начале, когда люди сидят и они думают, что поставив теги, поставив заголовок, сняв нормальный контент, YouTube с чего это вдруг начнет показывать ваши ролики? С чего ему начинать? Что вы сделали для того, чтобы помочь ему понять, что вы есть? Посмотрите наш ролик, он будет выше про про там про красную девицу, которая сидит, она офигенная, но о ней никто не знает, и будет вам счастье. Дальше поехали, друзья мои. У нас еще, сколько у нас еще? У нас еще почти под 10 причин. Уже час 15 говорим. Дальше. О, отличная причина. Вы точно потеряете свой канал, если ваш канал устарел, визуально устарел и отличается от конкурентов. Непонятно? Я расскажу сейчас. Но прежде чем мы начнем, небольшая просьба: подпишитесь на канал, если вы это до сих пор не сделали. Нажмите на колокольчик, пишите комментарий под этим видео и поделитесь с друзьями. Это нужно для того, что мы очень делаем много полезного контента бесплатно. Хотим, чтобы вы нам помогли помочь большему количеству людей узнать о том, как можно потерять канал. Друзья мои, итак, следующая причина, по которой вы потеряете свой канал, это то, что он действительно может визуально устареть, и ваши конкуренты будут разительно от него отличаться. Я вам сейчас объясню, как это работает. На примере. Ко мне пришел клиент, и у него классный канал. И он 8 лет приносил ему стабильно не доход, ну, не доход с рекламы, а стабильно приносил ему клиентов в его магазин, в его интернет-магазин. То есть у него все было хорошо, ролики, обзор товара, раз, клиенты, зрители приходили, переходили, покупали, все классно, все весело, все вкусно. Но сразу скажу, что для меня было несколько удивлением, я смотрел аналитику и не понимал, как это до сих пор работает. Потому что там контент старый, фотографии, слайд-шоу, там, да, закадровый какой-то голос такой сухой, там, пам-пам-пам. И потом, проанализировав похожие каналы, я пришел к мнению, это лично мое мнение, что очень часто вы теряете свой канал, потому что тот уровень дохода, тот уровень зрителей, ну, давайте так, когда у вас кривая ваших побед идет вверх, понемножку, но вверх, это одно. Когда ваша кривая идет вниз, причем стабильно, регулярно, там есть платы какой-то, да, потом опять вниз, пам вниз, то у вас опускаются руки, и вы вместо того, чтобы реанимировать свой канал, делать его лучше, делать его украшать, делать его мощнее, делать видеоупаковку, там, монтажные листы, оформление новое, вы пытаетесь, да, оставить все как есть, ориентируясь на прошлое. Вы живете прошлым. И вы думаете, ну все же до сих пор вот работало хорошо. У меня есть пример. Я этот пример привожу своим клиентам всегда, и вам это будет наглядно. Смотрите, вот вы идете, сейчас лето, и вы скоро поедете там на море отдыхать. И вы будете видеть великолепных людей, которые до сих пор будут вам ходить и предлагать экскурсия, поехали горы, смотри, водопады, смотри. И там будут фотографии, замыленные, затертые, там даже какие-то черно-белые, вообще непонятные, да, на листике, там на А4 листике будут фотки засаленных фотографий. И вот они ходят и предлагают туристам вот эти вот проспекты рекламные. Рекламу смотри, поехали кататься. А знаете, почему не работает? У них до сих пор в голове это же 10 лет работало.
Это 10 лет уже срабатывало, и 10 лет туристы толпами к ним шли. А теперь почему-то все меньше и меньше и меньше. А почему, друзья мои? Потому что их конкуренты уже не ходят с этими листиками, да, зашарканными, а снимают видеообзор этих мест. Они ловят аудиторию в Фейсбуке, в Инстаграме, на Ютубе, предлагают им сервис, предлагают им обзорные экскурсии. Вот смотри, как там классно. Хочешь туда? Запишись, вот телефон, вот ссылочка в директ, приходи, заказывай. А вы очень похожи на того Гочу, который приходит к вам и говорит: поехали, смотри, экскурсия, экскурсия, смотри, поехали, поехали, там, смотри фотки там, да, фотки смотри, да, и показывают очень часто фотки, вырезанные из журнала. Почему? Потому что ваш канал устарел визуально. Вы, как владелец, автор канала, почему-то считаете, что если это работало раньше, то будет работать сейчас. Еще один пример. Таксисты. Каждый из нас, выходя из аэропорта, видит таксиста, который говорит: довезу с ветерком, поехали туда-сюда. Сколько стоит? 1500 рублей. Почему полторы, друг? Вот у меня есть Яндекс Такси или Убер, да, 700 рублей. Почему у тебя полторы? И вот здесь час истины наступает. Вместо того, чтобы сказать, что типа, потому что я сделаю все возможное для того, чтобы вы проехали с комфортом, включу вам там, не знаю, джазовое фортепиано, там, включу вам там, станцую, спою там, да, там, сюда, да, он начинает мямлить, что типа бу-бу-бу-бу-бу и уходит, да, у него нет ТП, у него нет того, знаете почему? Потому что раньше это работало. И вот мне говорят, что типа, это не он устарел, а это я дурак. Да, но если разобраться, то как бы зачем мне платить в 2 раза больше, потому что он что? То же самое и ваш канал. Если ваш канал морально, визуально устарел, то не надо ждать, что скоро все наладится. Возможно, ваши конкуренты уже переформатировали его. Это очень похоже на сайт. Это очень похоже на сайты. То есть есть люди, которые до сих пор не хотят менять сайты, не хотят менять свои интернет-магазины, потому что у них до этого и так работало. А зачем смазывать то, что не скрипит? Скрипит. Уже надо менять. Уже надо делать ролики лучше, потому что как бы да, это затраты, да, это время, но если вы не будете работать, то работать будут ваши конкуренты, и вы потеряете. Пора барабан. Игорь, Андрей, пожалуйста. Игорь, как Google определяет, что реклама на тематической, если, например, ролик длится 30 минут, а рекламная вставка всего 30 секунд, и ее приносит сам блогер на камеру? А Google не определяет нифига. Это ваши, как бы, условно, это ваши зрители определяют. Понимаете? Google, то есть Google, у Google свой алгоритм там, да, а ваш зритель, если, я же говорю, что еще раз, что если вы на канале, допустим, на канале про шахматы будете рекламировать там, не знаю, уксус и селедку, то это вот не тематическая реклама. То есть, а очень часто к вам, к блогерам приходят на с рекламой люди, реклама, которая запрещена. Это ставки на спорт, там разные там лекарства, да, это очень стрёмная история. А Google, смотрите, в 2016 году я своему клиенту показывал пример. Я говорю: смотрите, тогда еще не занимался плотно ютубом, я говорю: смотрите, мы заливаем ролик, а он уже переводит его на 200 языков мира на этапе заливки. И вы хотите с ним бороться, и думаете, он не понимает, что у вас там ролик 30 минут, он уже знает там про ролик больше, чем вы понимаете. Матч микс. Как часто нужно новое видео на канале? Спасибо, Наталья. Наталья, у нас есть огромное количество роликов о том, как часто размещать. Зависит от вашей тематики. Если тема вашего канала позволяет часто снимать, вот у нас выходит 3 ролика в день. Да, бывает 4 ролика в день на канале. 3 года по 4 ролика в день. Каждый день школа видеоблогеров. Да, плюс еще там другие каналы. Если позволяет тематика и ваши возможности, размещайте. Чем больше, тем лучше. Здесь огромное количество, то есть как бы вы закрываете ключевых слов, вы закрываете вопросов ваших зрителей, и это работает. А если ваш, например, если у вас канал там, допустим, какой-нибудь узкой тематички, допустим, там про каши,
то я думаю, что или там про изготовление тортов, да, к примеру, условно, то я не думаю, что вы сможете сделать по 3 торта в день, снимать это все, монтировать и выставлять. Это когда про торты там 1 торт в неделю хорошо, пошаговый. Дальше. Вот, что? Водолага Стасян. Стасян, привет. Привет. Скажите, пожалуйста, если YouTube на мои видосы поставил разрешение 18+, это может повлиять на показы YouTube в будущем? Да. Смотрите, когда на ваши видосы ставят 18+, то по умолчанию ваши видосы не показываются людям, которые не зарегистрированы. То есть, если человек смотрит ваши видосы, да, 18+, и он не зашел в аккаунт Ютуба, то Ютуб по умолчанию считает его ребенком. И поэтому не показывает вас. Поэтому 18+ это опасно, и мы про это часто говорили, что типа не говорите маты, не показывайте обнаженку, потому что это все, ну, я понимаю, выпирает, хочется там словцо там завернуть, потому что все понимают, с матом, с такой смелый, да с матом. Вам 18+ это свидос. Понятно? Ну, по опыту 18+ сразу 30% трафика слетело. Следующий. Друзья, уже немного осталось, но я стараюсь сделать все красиво, вам подробненько объяснить, чтобы все было четко и понятно. Если вопросы есть, пишите в чат, мы по субботам отвечаем. Итак, следующее. Вы точно потеряете свой канал, если до сих пор верите в бесплатное фото, видео и там звуки. Если вы верите, то что кто-то есть, кто дает вам бесплатно это все, то вы точно потеряете его. Это вопрос времени, но то, что потеряете, точно и определенно. Прежде чем я начну объяснять, продолжим мы с вами. Прошу вас перейти вниз, написать благодарность нашей школе, поделиться видео, подписаться, да, поставить колокольчик. Это вот, друзья мои, это нужно, вы подписались, поставили колокольчик, и огромное количество ваших друзей узнает о том, что есть такой канал, как бесплатная школа видеоблогеров, и мы вместе с вами сможем помочь большему количеству узнать людей, да, узнать о том, что есть такие каналы, как наши, где мы помогаем бесплатно, либо приходите ко мне на консультацию. 20 000 рублей 2 часа, где я вам скажу, в принципе, то же самое. Поэтому, друзья мои, поехали дальше. Итак, вы точно потеряете свой канал, если верите в то, что есть бесплатное видео, фото и звуки. Классика жанра. Классический вариант, когда люди приходят к нам, говорят: Александр, 2 страйка, не знаю, что делать, у нас все легально, все это, потом мы начинаем выяснять, оказывается, ну где же легально? А где вы брали вот это вот эти вставки? Ну, есть сайт, говорит мне клиент, так и называется, ВКонтакте он есть, и там есть группа, называется бесплатные фотостоки, или бесплатные видеостоки, или бесплатная музыка для YouTube. Я захожу на сайт, и написано, да, написано бесплатная музыка для YouTube. И я спрашиваю своего клиента: вот скажите мне, вы взрослый человек, вам уже лет много, наверное, больше, чем мне, зарабатываете больше, чем я, соответственно, что-то пожили, что-то знаете. Скажите, пожалуйста, а вот как вы представляете альтруиста? Давайте мы нарисуем вместе с вами портрет альтруиста. Ну, чтобы вы понимали, альтруист – это тот, кто делает добро, не требуя ничего взамен. Вот он сделал там, вот дарю там, да, там вот как бы это такие меценаты. Да, они такие вот делают, как бы придет, как бы сделает, приходит, и как вы представляете себе альтруиста, который вот снимают горы люди, да, то есть человек собирается, едет в горы, да, берет там свое оборудование, рискует, снимает эти футажи, фотовставки, фотки, видео снимает там, да, закаты, рассветы, гида оплачивает, еду там, все это снимает, там не спит там туда-сюда, потом приезжает домой, распаковывается, садится, говорит: я хочу, чтобы мое творчество досталось всем, и раздает это бесплатно. Либо какой-то музыкальный человек, сидит композитор, да, музыку там изобретает, выдумывает, он такой типа: я не могу это продавать, художник должен быть голодный, и я хочу раздать это людям. Хорошо, я согласен, может быть, в вашем фантазийном мире такие люди есть, но закон есть закон, и он гласит:
что авторское право наступает с момента создания произведения. То есть, как только этот видеооператор снял этот сток, он стал его автором, и авторское право незыблемо. Когда человек, музыкант, записал музыку и выложил ее в интернет первым, он стал ее автором по умолчанию. Это тоже незыблемо. И он действительно даже сейчас может эту музыку раздавать всем, но почему мы говорим про то, что вы потеряете канал? Потому что этот человек может передумать. Просто. Он имеет право. Он имеет право передумать и попросить удалить его видео вставку, либо контент, либо фотографию с вашего видеоролика. Но там есть но. Там есть, ему YouTube предлагает варианты. Он ему говорит, что вы хотите сделать с этим человеком, который взял ваш контент? Удалить видео и предупреждение, отправить ему, связаться с этим человеком, либо оставить как есть. Так вот, друзья мои, все напрямую зависит от настроения этого автора. А когда вы свято верите в бесплатные стоки, бесплатные фото, вот меня прям поражают люди, которые пишут нам гневные письма: где взять бесплатные видео, где взять бесплатную музыку для своего канала? Где? Там, где бесплатную еду можно взять. Вот там же, в тех же местах. Вот где-то есть бесплатная еда. Почему вы считаете, что если есть бесплатная музыка, бесплатное фото, почему нет бесплатного жилья? А чего? Тоже что-то есть бесплатное жилье, можно жить кто хочет, да? Или бесплатная еда. А почему нет? И то продукт деятельности человека. Вот чтобы видео появилось, оно же не появляется ниоткуда. Кто должен снять, смонтировать, залить, а зачем ему это надо? Поэтому, когда вы верите, то вы потеряете свой канал, потому что ваш канал будет полностью забит серым контентом. Что значит серый контент? Как это происходит? Вот как это происходит? То есть к вам приходит жалоба от правообладателя, который говорит вам, да, что, ну или страйк приходит, что из-за того, что вы используете не свой контент, вам кинули предупреждение. И вы можете оспорить эту жалобу, отправив в ответ человеку, то есть Ютубу, то, что вы имеете право использовать этот ваш контент, который вы, да, потому что. И вот вы как скажете, типа, я нашел эту музыку в группе ВКонтакте, бесплатное видео там, или бесплатные звуки для Ютуба, вот она, смотрите, да? Это такой прям мощный документ, прям не про, они такие, ну да, раз там, то там уже, конечно, все понятно. Я вам скажу больше. Это один из классных способов зарабатывать на таких, как вы, лопухах. Вот я такого слова даже не побоюсь. Почему? Потому что я знаю много примеров, когда есть люди, которые заливают специально, авторы заливают специально свою музыку в эти хостинги бесплатные. Берите, мне не жалко. А потом, когда огромное количество людей эту музыку берет, они, как ни в чем не бывало, приходят и просят вас поделиться частью дохода с вашего канала, потому что вы используете их произведение. И они ничуть ничего не нарушают, потому что вы же взяли музыку, и у вас есть вариант. Вам YouTube на ваших роликах показывает рекламу, и он делится с вами доходом от этой рекламы. И вот вы 50% забирает себе YouTube, а 50% заберет себе тот автор музыки, потому что вы эту музыку используете у себя на канале. Вот такая вот история. Бесплатный сыр бывает только в холодильнике у вашей мамы. Бесплатная музыка есть в бесплатной фонотеке Ютуба. Больше нигде. Бесплатные видео, футажи не существуют априори. Нет, они есть, но опять же есть слово, называется условно бесплатный. Лучше всего используйте платные футажи, если вы хотите на канале зарабатывать. Если вы относитесь к своему бизнесу
каналу, как к бизнесу. В противном случае у вас очень большие шансы потерять ваш канал. Пара-пара-пам. Так, друзья мои, буду банить сейчас жестко. Спасибо большое за ваши советы и рекомендации. Пожалуйста, у вас есть шанс поставить нам лайк, написать комментарий и поделиться нашим видео. Татьяна Рындина. А в стоковых фото и видео есть платные видео и фото, их можно использовать. Татьяна, стоковые фото, это сток, это называется магазин, продажа. Понимаете? И, то есть, конечно, можно, они для того и существуют. Пришла жалоба на авторские права песни. YouTube прислал уведомление, что предупреждение мне не вынесено, ограничили только монетизацию. То есть у меня могут еще 3 раза вывести, да. Ну вам просто вот то, что я говорил, что вам ограничили на монетизацию это, и то есть прилетело. То есть вот оно прилетит по-любому. Вопрос времени. Но я же вам, смотрите, я вам сейчас рассказываю и делюсь своим опытом от клиентов, которые приходили ко мне и плакали, потому что у них это свершилось. Вот вы одну жалобу вам прислали, да, а у них уже 3. А что делать? Я говорю, ничего, сейчас придет еще одна, то есть у вас просто предупреждение, а потом 1, 2 и 3. 3 до свидания канал. Все. Дальше поехали, друзья мои. Итак, ого-го. Вы точно потеряете свой канал, если работаете на честном слове и без договора. Вы не проверяете документы на права использовать те или иные материалы, фотографии, видео, либо звуки. Вот так это звучит. А прежде чем я начну вам рассказывать и докладывать о том, как я это вижу, как это работает, я опять призываю вас, слезно призываю вас, подписаться на канал, поставить колокольчик, написать комментарий, поделиться со своими друзьями, потому что это нужно нам и вашим друзьям, вашим коллегам. YouTube должен показывать нас чаще, а он, когда будет видеть активность вашу, он будет показывать наш канал чаще, эти ролики будут чаще, и мы сможем помочь большему количеству людей узнать о нашем канале и о том, как не допустить потери канала своего на YouTube. Поэтому поделитесь, буду благодарен. Вам просто, нам приятно. Друзья мои, поехали. Итак, вы потеряете свой канал, абсолютно точно, если вы работаете на честном слове купца и без договора. И вы не проверяете документы на использование материала. А теперь я с вами поделюсь интересным лайфхаком, примером из жизни. Ко мне пришел клиент, и у него очень нестандартная ситуация, от которой я просто выпал в осадок. То есть вы даже, если даже захотите придумать, такого не придумаете. Но надо отдать должное очень классному, вот должное классному русское, вот такое могут сделать только русские. Послушайте, как это работало. Человек нанял к себе в команду монтажера. И вот монтажер 2 года делал ролики. Брал футажи, вставки туда-сюда, а потом пришло время расставаться. И вот они расстаются, там по деньгам не сошлись, я не вникал в подробности, и этот монтажер начинает кидать страйки на свое видео. Что он сделал? Монтажер ушлый парень, он снял видео, футажи с собой в главной роли. То есть он вставлял вставки в видео своего клиента вместе с собой и клепал ему 2 года ролики. И теперь, когда он поднял стоимость своих услуг по монтажу, клиент, естественно, послал его нафиг. Он говорит, ну, тогда и канал не ваш. Я сейчас его заблокирую 3 страйками. Клиент пришел ко мне на консультацию, спрашивает, что делать, а ничего, без договора нет разговора. Если бы у вас, у моего клиента был договор с этим сотрудником, то что-то можно было бы сделать. Если бы у моего клиента, который пришел ко мне, был хотя бы платежная ведомость
которая подтверждает перевод денег этому сотруднику, тоже можно было что сделать. Но как всегда, мы же хотим сэкономить. Мы переводим на карточку там Сбера или там мы переводим на Яндекс деньги, там на Юмани сейчас. Мы переводим, как его зовут, фамилию не знаю, там есть ник в скайпе и на этом все. То есть человек делал 2 года, вливал деньги в свой канал, канал компании, канал большой компании, решил сэкономить и вот так сэкономил. И надо отдать должное этому монтажеру, что шикарный ход. Вот я даже боюсь представить, сколько роликов сейчас гуляет в сети. Это для него настолько крутая подушка безопасности, потому что у вас нет, не будет ни договора, ни вот это ж вы нанимаете фрилансеров, которые типа, ой, все купим, все знаем, а никто не хочет покупать. Они, так как и вы, считают, что есть бесплатные фото, бесплатные видео, там берут бесплатные звуки и потом теряете канал. Это правда, друзья мои, потому что вы, еще раз, вы виноваты в том, что вы поленились проверить, есть ли у вашего монтажера лицензия не трудовую деятельность, а подписка на те же самые стоки, откуда он берет. Это же просто. Вы говорите, слушай, Вася, включи экран, покажи мне свои сервисы, где там находишься, покажи мне там дату твоей подписки. Почему? Потому что когда вы берете, вот еще есть, да, проблема. Многие монтажеры, а я работаю с очень многими, они берут, покупают подписку на месяц, выкачивают то, что им надо в папке, допустим, да, и на этом все. Но проблема стоков, она в чем? Что вы можете использовать в этот видео футаж в своем видеоролике только на момент, когда у вас активная подписка. И вот когда ваш ролик, допустим, выходит там 12 мая 2021 года, а подписка ваша закончилась 11 мая, то в этом случае будет очень проблематично доказать то, что вы имеете право этот ролик выкладывать в сеть. Так вот, друзья мои, все предельно просто. Вот, чтобы вы понимали, да? Я понимаю, очень хочется, есть такое слово купца, да, мы же договорились. Но интернет – это то место, где доверяй, но проверяй. Без договора нет разговора. Вот лучше всегда, то есть возьмите себе за правило, сделать 1 раз там в месяц переучет, да, проверить там данные, там, да, посмотреть там, как это работает, уточнить, где взято это, просто методом тыка. Где взята эта вставка, где взят звук этот, где взята эта фотография. И вам проще и спокойнее спать. Почему? Потому что вы точно потеряете свой канал, если будете работать без договора и будете работать на бесплатных стоковых видео, фото и звуках. Пора барабан. Так. То есть, если мне не вынесли предупреждение сейчас, у меня осталось 3 раза возможность словить предупреждение да. Татьяна, а если доход от монетизации получает после жалобы правообладатель, то могут заблокировать? Нет, и смотрите, тут же фишка в чем, что, Татьяна, вы, это сработало раз, сработает и 2, сработает и 3. То есть вы потом, то есть зачем вам канал, вы потеряете, потому что у вас не будет монетизации, он у вас будет весь, то есть ваш канал будет работать на авторов того контента, который вы используете. Ну, такое себе удовольствие, слово вообще никак. Дальше поехали. Осталось немножко, 4. Нет, 5. О. Итак, друзья мои, вы точно потеряете свой канал, если нанимаете менеджера вашего YouTube канала волшебника. А почему? Потому что все мы ищем волшебников, менеджеров, которые сделают нам сказки, а получаем действительно сказочников. И они буквально топят наш канал. Но
Прежде чем мы начнем, опять же, у меня к вам небольшая просьба. Я вам буду напоминать постоянно. Подпишитесь на наш канал, нажмите на колокольчик, напишите комментарий, поделитесь этим видео, потому что это нужно нам, вам и вашим друзьям, коллегам, чтобы YouTube в том числе, YouTube будет чаще показывать наши видео, канал рекомендованных, и мы сможем вместе с вами помочь большему количеству людей узнать о том, как не потерять свой канал при огромном количестве способов его потерять. Итак, друзья мои, очень часто одна из тоже таких топовых ошибок моих клиентов, они нанимают менеджера для своего канала, потому что он им понравился. Потому что по лицу симпатичный, по аватарке нормальный, говорит нормально, да, вот как бы. А почему? Потому что менеджер – это тот человек, который будет экспериментировать на вашем канале. А у Ютуба есть правило, которое гласит, что если вы кому-то даете права на вашем канале, то только вы отвечаете за этого человека. Только вы несете ответственность за все его действия, поэтому внимательно подумайте, прежде чем давать права на канал. И он прав. Почему? Потому что если вы даете и доверяете свое детище, свой канал, то шанс потерять его очень большой. И вот почему. Давайте представим, что человек, который ничего не умеет, ничего не знает, начинает экспериментировать. И он, нет, я не спорю, я вот не спорю ни разу. Может быть, он не хочет ничего плохого вашему каналу. Но давайте я вам расскажу ситуацию из своей жизни. Ситуация номер раз. Как это было? Человек нанял менеджера и пришел менеджер канала. Вот он старался, писал, теги писал, какие-то писания, там, 5-е, 10-е, да, но при этом он совершал ряд грубейших ошибок. Он старался, он ходил по каналам конкурентов и писал там везде, что типа приходи на наш канал, там, вот канал, там, туда-сюда, там, да. Причем он делал переспамные там теги, ставил неправильное описание, кликбейтные заголовки, да, там, все кругом бедон, да, и в итоге YouTube никак на это не отреагировал, но канал и не вырос. Ошибок была тьма, но при этом что потерял мой клиент? Полгода он мудохался. Вот я говорю, вы полгода потеряли времени. Он говорит, ну да. Он платил этому менеджеру 15 тысяч рублей в месяц. Недорого. Ну давайте посчитаем, 6 месяцев, 15 тысяч рублей в месяц, это почти 90 тысяч рублей. То есть человек, который считает, что он ничего не потерял, а слово вообще, как мне кажется, потерял время. Потерял полгода своей жизни, полгода внимания к каналу, который не выстрелит. Он потерял 90 тысяч рублей, потерял, опять же, может быть, момент, в котором он мог бы быть, сделать классный канал. Потому что, когда он был заряжен, было хорошо. Что потерял менеджер? Ничего. Он пришел, попробовал эксперименты и получал повышенную стипендию. Это первый вариант. Вариант номер два, опять же из моей практики, из моей жизни. Человек нанял менеджера канала, которая пришла к нему и вроде бы начала делать все хорошо. Но в один прекрасный момент, через год, наш уважаемый клиент, год он работал и понял, что что-то идет не так. Потому что все ролики, которые он выпускал, набирали там 15-20 тысяч просмотров, а один ролик набрал только 100 там или 150, ну какой-то совсем смешные цифры. И второй то же самое набрал столько-то, столько-то. А проблема оказалась вот в чем. Целый год девушка очень успешно водила нашего клиента за нос. Она ему показывала работу, как называется, активность, да, движение шло, то есть она там рассказывала, там писала такие отчеты большие. Все примерно, я не утверждаю, но примерно было так. Человек месяц занимался каналом хорошо, все делала хорошо, все делала правильно, потому что у нее первый месяц работы по отчетам был прям шикарный, да. На второй месяц она решила немножко подгульнуть. И для того, чтобы потом наверстать упущенное, она просто купила комментариев, купила просмотры, купила там лайки, дизлайки для виду и все на этом. А дальше
как вы догадались, пошло все по накатанной. Зачем ей каждый день там 5 часов заниматься каналом, если она просто нанимает школьников, нанимает фрилансеров, которые ей делают всю работу за нее, да, там лайки, комментарии, движуху, а она просто деребанит бюджет. Получая 50 тысяч рублей в месяц, она 10 тысяч рублей тратила на SEO, пульт, я не буду сейчас рекламировать эти разные компании, да, которые делали видимость того, что канал бурлит, канал живет, там, да, и она очень классно, там, у нее в отчетах было, это видео там все там 7 тысячек, а уже у нас вот рост, уже вот такой, но наш клиент не хотел или не мог смотреть аналитику. Если бы он посмотрел аналитику, он бы увидел, что там нет русскоязычного трафика. Там у него канал на русском языке, а русскоязычного не было вообще. Там был вообще Папуа Новая Гвинея, больше ничего. То есть там целый год канал накручивали, а потом он уже, скорее всего, я не утверждаю, попал под какие-нибудь там санкции. И когда эта девушка просто была в перелете и не могла там 3 дня или 4 дня заниматься, а он ролик сам выпустил, он-то ждал, да, что он сейчас ролик зальет на канал и там будет 15 тысяч просмотров или 20 тысяч просмотров, сразу там аудитория прибежит и будет, а не было ничего, потому что ролик-то он залил, а накрутку она не включила. И вот у человека было разрыв парадигмы. А что надо делать, да, потому что надо нанимать себе менеджера-помощника, но прежде чем его нанимать, надо всегда протестировать его. Пойти к тем, кому вы доверяете, пойти к тем, кто занимается этим, и вам люди скажут, насколько этот специалист знающий, значимый, все. Поэтому, друзья мои, все время, смотрите, сейчас огромное количество гуру Ютуба клепают этих менеджеров Ютуб канала как орехи. Клепают не глядя, да, и вот выходят эти самые выпускники с горящими глазами, что вот мы сейчас 100 тысяч в месяц будем брать с клиента и делать ему канал. Они будут тренироваться на ваших каналах. Они будут учиться делать ошибки на ваших каналах за ваши деньги. Как правильно? Что необходимо делать? Первое. Если вы хотите нанять себе менеджера, нанимайте через компании. Через вот, допустим, мы, когда у нас нанимают менеджера, мы же даем гарантию. И что бы ни случилось, за работу этого менеджера отвечаю я непосредственно. Но если у вас нет пока достаточного бюджета для найма профессионалов, вы можете прийти к нам со своим менеджером, чтобы мы его при вас протестировали. Мы зададим вопросы этому менеджеру, и вы по уровню его ответов поймете, насколько он компетентен, и мы поймем. Лучше всего, вот я все время своим клиентам рекомендую один простой прием. То есть, кого вы выберете? Вот есть вопрос, как, вот есть видеоролик, там, допустим, как правильно создать YouTube канал, какие теги ты подберешь. И очень часто есть два ответа. Первый ответ. Человек называет правильные 10 тегов для этого ролика, и он прав. А второй ответ, он будет звучать примерно так, что дайте мне 15 минут, я пойду поизучаю и приду вам скажу. И приходит через 15 минут, приносит нам ответ. Так вот, второй менеджер, он более предпочтительный, чем первый, потому что второй хочет и умеет разбираться в ситуации, а первый просто заучил. Поэтому, друзья мои, менеджеры – это ваши личные помощники. Именно на плечах менеджера зависит и висит большая часть вашего успеха. Поэтому выбирать его, менеджера вашего канала, надо ничуть не хуже, а может быть даже и лучше, чем вашего там, не знаю, компаньона по бизнесу или вашу супругу, как бы это смешно не звучало. Поэтому, друзья мои, если вы нанимаете менеджера неудачника, то вы точно потеряете свой канал, потому что те чудеса, которые он там делает, те чудеса, что он творит, вы будете расхлебывать. Ютубу все равно, он говорит, вы дали права, я вижу, Ютуб вам ответит, да, потому что, что вы, этот канал не взломан, человек там общался, человек там делал, поэтому до свидания. Спасибо за внимание, переходим к следующему вопросу. Пора. Так.
Это раз. Так, осталось 4. 4 вопроса осталось у нас. 4 вопроса. Дальше поехали, говорю. Так, вопросы давайте так. Так, давайте договоримся по 2 вопроса на раз, потому что я как бы я не могу проводить консультации в режиме чата канала. Окей? Борода Плей. Александр, приветствую. Скажите, пожалуйста, сколько в среднем стоит монтаж? Делать нарезки стримов игровых вилку примерно. И есть чек-лист оценки монтажников. Смотрите, по монтажу, да, если, допустим, ну, в моем мире трудно говорить, но давайте так, вот если среднее брать, то примерно считайте 50-100 рублей, это когда резать стримы через команду. Опять же, все зависит от того, от материала, от желания, потому что, ну, монтаж монтажу рознь. Приходит человек, у него там 15 файликов, каждый файлик по 30 секунд, и он говорит, сделайте вместо того, как бы там ролик на 2 минуты. А есть наш стрим, который можно порезать там 2 часа и можно сделать хорошо. Поэтому как бы средних цифр нету. Мы скинем вам, можем скинуть на наши прайсы по монтажу, можете посмотреть там, что мы делаем, что не делаем и сравнить. Дальше. Таких мастеров половина интернета, вот что обидно. Если выключить монетизацию, есть шанс, что YouTube каналу станет более лояльным и не будет его рассматривать конкретно, не будет. Вот это, друзья мои, вид следопыт. Это все конспирология. YouTube сам заявляет, что он никак не, то есть его алгоритмы никак не работают с тем, есть монетизация или нет монетизации. То есть мы можем об этом только догадываться, ну, чтобы это было хорошо, да. Ну, вот. Но что я скажу точно, что вот на своем примере, то есть мы специально в школе видеоблогеров мы включили монетизацию, чтобы посмотреть, как это сработает, да, то есть как бы будет ли у нас, ну, понятно, что те деньги, которые приносит нам монетизация с канала Школы Видео, они совсем минимальные в сравнении с тем, сколько нам приносят клиенты, которые приходят с нам с канала на Ютубе на консультацию там, да, или в работу. Но опять же, у каждого канала по-разному. У нас нет статистики, которая говорит да или которая ее проверит. Я не могу сейчас вам сказать, но как бы я бы вам не рекомендовал на это дело рассчитывать. И все-таки, если копировать задачи из учебника в другой учебной цену решать их на канале, я не знаю, понимаете? То есть вы такие вопросы задаете, как бы я вот какие учебники, да, какая там пример там, потому что самое худшее, что вы можете сделать, это говорить, я буду делать такую трэш, потому что эти люди делают так же. Мы же говорим, что вы потеряете свой канал. Вопрос времени, когда вы потеряете. То есть как бы толку от того, что вы 4 года будете делать его, а потом вас заблокируют. У нас есть такой канал. У нас реально есть канал, пример такого, что мы делали офигенный канал и встали и было закрыто. И все. Так, давайте дальше. Пойдем, у нас осталось 4 вопроса. И будем. 4. Вот я вам уже дал 13 способов потерять свой канал. Друзья мои, это все опыт, это все практика. Итак, вы точно потеряете свой канал, если у вас нет взаимодействия с верной вам аудиторией. И вот почему. Друзья мои, прежде чем мы продолжим, небольшая просьба. Вы уже знаете, вы же помните, внизу колокольчик, лайкните, поделитесь с друзьями, напишите комментарий. Это нужно нам, Ютубу, вам, для того, чтобы Ютуб нас чаще показывал рекомендованных, и мы вместе с вами сможем помочь большему количеству людей, зрителей, потенциальных авторов на Ютубе узнать о том, что есть такой канал Школа видеоблогеров и как не потерять свой канал. А мы продолжаем. Итак, вы потеряете свой канал, потому что у вас нет взаимодействия с верной аудиторией. Я эту тему вчера объяснял своему сыну, потому что он делает канал на Ютубе, и для меня было непонятно, потому что там люди пишут ему комментарии, пишут ему
вопросы, и он не отвечает, не реагирует на них, как не реагирует на них большинство, подавляющее большинство авторов на ютубе. И вот почему. Для меня было странно, что то есть вы хотите, вы снимаете видео для того, чтобы люди вас смотрели, для того, чтобы люди на вас там подписывались, чтобы люди вас комментировали. Правильно? Это же правда. Но когда люди приходят к вам, пишут вам комментарии, вопрос, что-либо еще, вы не находите, мягко называю, да, не находите время, чтобы прочитать и ответить на эти комментарии. И как это работает? Давайте представим, давайте нарисуем механизм, механику этого процесса. То есть вы записали классный ролик, разместили его на YouTube, да, оформили, сделали все и счастливо ждете, пока он будет подхватываться алгоритмами YouTube. Люди, которые любят ваше творчество, любят ваш контент, любят вас как автора, приходят к вам, вопрос задают и не получают на него ответа. Что в этом случае происходит? Все предельно просто. Они обижаются. Да. Давайте мы перевернем ситуацию. Давайте представим, что это вы пришли ко мне на канал школы видеоблогеров и под видео, написав комментарий, не получили ответ. Что вы сделаете? Вы обидитесь. И скорее всего, вы, может быть, первый раз меня простите и скажете, ну, наверное, он там занят был там, может, не увидел. Напишите второй раз, третий. А будет ли четвертый? Вот в чем вопрос. Нет, не будет. И поэтому вы уйдете к другому, там, где вас привечают. Мы помним, что люди приходят в социальные сети за эмоциями. Получив ответ, вы получаете то есть эмоциональная радость. Не получив ответ на свой комментарий, вы огорчаетесь. Тоже эмоция, но она негативная, эта эмоция. То есть и на какой канал вы будете приходить чаще и больше? На канал, где у вас есть позитивные эмоции, или на канал, где у вас неприятные воспоминания? Так, друзья мои, если вы не взаимодействуете с верной вам аудиторией, то она уходит. Помните, мы говорили, что есть различного рода подписчики, да? Они могут быть там временные, но есть адепты. Так вот, адепты, они рождаются из тех, с кем вы взаимодействуете, с кем вы говорите. Вы будете кардинально отличаться от ваших конкурентов, если вы будете общаться с вашей аудиторией, с вашими зрителями, отвечать на вопросы, делать для них ролики, сообщения, прямые эфиры, как это делаю я сейчас, и общаться с ними. Общаться, потому что люди социальные существа. Как бы это странно ни звучало, мы стадные животные, мы любим стадом, да, где много всего, и вот мы реально понимаем, где комментарии и где отвечают, где нам автор спустился с небес и ответил, это нормально, потому что боль у моих клиентов, я спрашиваю, почему вы не отвечаете на комментарии? Говорит, нету времени. А для кого вы делаете этот контент? Для зрителей, то есть вы попадаете в какую-то мертвую петлю. То есть вы делаете контент для зрителей, когда зрители приходят и пытаются с вами взаимодействовать, вы молчите. То есть вы сделали гостиницу, туда пришли люди, чтобы заселиться в эту гостиницу, а на ресепшене никого нет. Ну, так себе бизнес. То же самое и в Ютубе. То есть, опять же, Ютуб позиционирует себя как социальную сеть. То есть в данном случае он обращает и он не скрывает этого, что вы должны общаться с своими подписчиками в комментариях под видео. И люди, теперь внимание, и я в том числе, мы заметили, что отключение комментариев на роликах, там, которые для детского контента, оно сразу убивает количество подписчиков на 30-60%. Почему? Потому что люди очень часто приходят общаться. А если вы не даете им обратную связь, то, соответственно, вы убиваете взаимодействие со своей аудиторией. То есть вы, еще раз, вы виноваты в том, что вы не отвечаете своим зрителям. Почему-то ждете от них взаимности. Что делать?
Обязательно отвечайте на комментарии. Обязательно найдите себе время, потому что в телефоне проще всего в вашем телефоне поставить творческую студию и в творческой, то есть когда вы едете куда-то там в метро, либо там перед ужином, есть свободное время, отвечайте на комментарии. Растите аудиторию в свой канал, прямо растите на канале, потому что отвечать на комментарии это очень и очень важно, потому что если вы потеряете свою аудиторию, то вы потеряете канал. Пора-барабан. Так, дальше, друзья мои, осталось 3. 3. Так. О, это классика. Как я потерял свой канал. Вы точно потеряете свой канал, как это сделал я, если не будете следить за почтой вашего канала и будете пропускать страйк. Давайте расскажу, как я потерял канал. То есть я, как и многие из вас, не следил за почтой, на которую оформлен наш канал и куда приходят уведомления от Ютуба о нарушениях, о предупреждениях и обо всем на свете. Прежде чем мы продолжим, я прошу вас подписаться на канал, поставить колокольчик, поставить лайк этому видео, дизлайк, если вам не нравится, да. Это нужно для того, чтобы YouTube подхватил наш ролик алгоритмом и показал большему количеству людей. Если вы до сих пор этого не сделали, попробуйте сделать это сегодня. Мы таким образом сможем помочь не только нашему каналу, но и зрителям, которые не знают о нем, предупредить их, чтобы они не потеряли свои каналы, и тем самым вы будете сопричастны к помощи этим самым потенциальным авторам канала. Итак, друзья мои, вы не следите за почтой своего канала и пропускаете предупреждения, как это было у меня и как это было недавно. Давайте 2 примера. Пример номер 1, как это было недавно. Мы с клиентом хорошо, что сидели в воскресенье, общались. И он мне пишет: слушайте, непонятно, почему у меня сейчас пришел страйк. Мы тут же взяли, подняли документы о том, что у нас есть право на использование этого видеоматериала и отправили апелляцию. Тут же пришел ответ, что апелляция принята, ограничение предупреждения с ролика снято. Потом, спустя 3 часа, это было в воскресенье вечером, заметьте, в воскресенье вечер, в 6 часов вечера пришел первый страйк, потом в воскресенье в 9 часов вечера пришел второй страйк. Примерно по той же теме, по той же схеме пришел страйк, мы тут же взяли и ответили на это предупреждение. Причем, когда приходит страйк, ролик блокируется и удаляется. И там написано за что. И типа у вас есть возможность подать апелляцию, оспорить решение. Мы подали, и через час нам апелляция была принята, ролик был восстановлен, потому что ручная проверка показала, что нарушений нет. Как это работает, для чего это сделано? Давайте представим. А это классика. То есть вы сидите и ничего себе не подозреваете, вам приходит 1 страйк, 2 страйк и 3 страйк. Канал блокируется. И потом вы будете очень и очень долго разбираться с поддержкой Ютуба, за что страйки, кто вам послал, как можно апелляцию подавать, а почему? Потому что вы вовремя не спохватились, вы вовремя не среагировали, вы вовремя не подняли шум и не начали подать апелляции. Второй случай, как это было у меня, где я профукал канал, классный канал. То есть, как это было? Однажды в студеную зимнюю пору я встал и увидел, что полный пипец, вырезано. Почему? Потому что канал моего клиента, который мы делали, там был уникальный контент, там было все грамотно, хорошо и снято, мы там ездили, снимали, он заблокирован. Там ничего, там даже, там написано, что данный канал удален за неоднократное нарушение принципов сообщества, там, все, нет канала, до свидания. И что бы мы ни делали, мы не смогли его остановить. Но мы спустя какое-то время узнали, почему, там уже через Google Америка
узнали, почему канал был заблокирован. Как можно было это все предотвратить? Потому что нам, когда мы пришли на почту этого канала, мы увидели, там уже был целый ряд предупреждений. То есть мы просто забили на эту почту, мы не читали, мы не реагировали и отреагировали только тогда, когда уже было поздно. Нам YouTube 2 месяца посылал письма счастья с предложениями убрать это, убрать то, убрать то. Мы не реагировали никак, от слова вообще. И поэтому были наказаны. Что я предлагаю сделать вам сейчас, друзья мои? Первое. Обязательно прямо сегодня проверьте почту вашего канала. Второе. Настройте уведомления, чтобы вам пушило на телефон, чтобы вам приходили пуш-уведомления от вашей почты прямо на телефон. Это важно, потому что пропустив предупреждение, вы рискуете потерять свой канал навсегда или долго и марудно портить себе нервы, потому что техподдержка отвечает не так оперативно, особенно во время коронавируса. Пора барабан. Так, 2 причины осталось у нас, и будет финита ля комедия. Так, поехали, друзья. Вы точно потеряете свой канал, если вы не читаете правила, а слушаете вольные пересказы гуру Ютуба. Как это звучит? Как это работает? Прежде чем мы продолжим, друзья мои, я опять напоминаю вам, что вам необходимо, желательно, пожалуйста, подпишитесь на канал, отправьте своим друзьям, знакомым ссылочку на это видео, потому что вместе мы поможем людям узнать о том, как защитить свой канал, как не потерять канал. Это нужно, чтобы YouTube чаще показывал нас в рекомендованных, чтобы он показывал наши видео, канал в рекомендациях, и мы вместе с вами сможем большему количеству людей помочь. Это важно. Поехали, друзья мои. Итак, вы не читаете правила и очень часто слушаете вольные пересказы. Вот даже сегодня в чате, да, и вот обычно везде под нашими видео вы приходите и приводите какие-то примеры. А вот Вася сказал, а я видела, там в видео говорили, а я там, а кто вам мешает? Вот смотрите, мы специально для вас в школе видеоблогеров большие обновления Ютуба просто берем и читаем с нашими комментариями. Мы переводим вам на понятный язык с примерами, как это работает. Эти ролики популярны, но не так, как я бы хотел, потому что вам лень читать, и вы думаете, эх, все знаю, эх, я это понимаю. А потом приходите и говорите, Александр, ну это же неправда, потому что вот там Вася говорил, вот есть правила Ютуба на русском языке. И там черным по белому написано, к примеру, да, что люди, которые используют взаимную подписку и приглашают других присоединиться, нарушают правила, видео могут быть заблокированы, а канал удален. Черным по белому. Вася говорил, что взаимки разрешены. Или еще пример, да, там такой, как бы там, ну, прям вот оно откуда вы взяли то, что как бы, что можно делать такие там вот вещи, да, там типа там ходить по каналам конкурентов и вставлять им свое видео. Ведь вот мы были на закрытом семинаре, там на тайном, там, да, платном, там очень дорогой, и там гуру Ютуба рассказывали там все эти фишки, все эти прелести. Давайте так. А представьте, вот вас заблокируют, а вы получите страйк. Да, вы скажете что? Что, так это ж, что, Вася говорит, что там можно делать, что нам там в этом формате, да, и там, и пример был такого плана, что если бы эти накрутки были запрещены, то Google бы их не показывал бы в поиске. Это такой прям мощный аргумент, прям сильный аргумент, прям такой, что вы можете объяснить Ютубу, что вы что в правилах Ютуба написано, что если вы используете накрутку, то ваш канал может быть, ваше видео может быть удалено, а канал заблокирован, написано черным по белому. Но при этом на сайте, который продает накрутку, написано, что это не накрутка, это же не накрутка, мы привлекаем для вас там людей, мы покупаем там то, это не накрутка, нет, не накрутка, это они привлекают вам.
по 20 копеек за пучок. Да, ну вот. Как вы, то есть вы можете общаться с Ютубом только на языке Ютуба. То есть он вам напишет, допустим, даже не напишет. Согласно такому-то пункту правил, вы нарушили это, до свидания. Вы должны дать ему его же правила. Но если вы говорите, что я читала ВКонтакте, в закрытой группе, в тайном переписке, что там это можно, это ваше право. Поэтому, друзья мои, читать правила надо. Особенно если вы хотите использовать ваш канал как источник дохода или как источник видео для бизнеса, то обязательно читайте правила. Ну, это классика. Сколько раз люди, не читавшие инструкции, попадали в просак. В вашем случае не читать правила – это кощунство. Прочитайте правила, хотя бы прямо, давайте так, что делать? Прямо сейчас, вот я вам рекомендую найти, под этим роликом будет видео правила Ютуба в 2018 году. То есть там огромный пакет правил, там час ролик, где я рассказываю основные моменты. Второе, перейти в YouTube, вкладочка правила и просто почитать принципы сообщества, почитать правила. Там подробно уделите этому хотя бы 2 часа в день, 10 дней. За 20 часов вы прочитаете все и будете иметь представление. Это правильно, потому что когда вы приходите на платформу, то знать правила этой платформы нормально. Когда вы начинаете играть в игру, то знать правила игры это нормально. Когда вы приходите в банк, то прежде чем подписывать договор, надо прочитать договор. И особенно то, что написано мелкими буквами. А очень часто вы думаете, что вам сказали, и это истина в последней инстанции. Какую ответственность несут те люди, которые вам сказали? На что, где у вас опора? Что у вас твердое? Что вы будете аргументировать Ютубу, когда ваш канал будет блокироваться? К чему будете апеллировать? К Васе? К ВКонтакте? К тайному сообществу масонов? К правилам. Поэтому читайте правила и будьте счастливы. Пора-барабан. Ну, друзья мои, последний 17-й. Вы герой, вы молодцы. Я вижу, что многие из вас досидели до конца, это тяжело. 2 часа 16 минут это тяжело. Я сейчас без устали говорю, мне тоже тяжеловато, но давайте продолжим, друзья мои. 17-й пункт. Итак, сейчас воды. Итак, вы точно потеряете свой канал, если приходите на консультацию ко мне и проводите анализ своих ошибок после совершения уже он. Как это работает? Давайте на примере. Чтобы вам было просто и понятно. Я вам скажу статистику, она проста. Вот грубо, но просто. Больше половины людей, которые приходят ко мне на консультацию, уходят с диагнозом канал закрыть и сделать заново. Больше половины. А ошибки настолько тривиальные, вот те 17 ошибок, что мы сейчас с вами разобрали, это те ошибки, которые очень часто они совершают. Очень часто они использовали накрутку. Очень часто они нанимали менеджера, который без их согласия и ведома использовал накрутку. Очень часто канал не принадлежит им. Очень часто нет идеи канала. Очень часто они снимают канал или снимают видео, которое им не интересно, но они там услышали. И здесь, и во всех моментах я говорю, закрывайте видео, закрывайте канал, давайте мы переделаем видео, сделаем нормальную упаковку и сделаем хорошо. Почему? Потому что это в моем мире единственный правильный выбор, единственный правильный выход. Но если бы зачастую, если бы эти люди пришли ко мне на 3 месяца, на полгода раньше и перед началом действия, то этих мелких, но фатальных ошибок можно было избежать. И вот здесь напрашивается, почему мы всегда идем как к стоматологу. То есть представьте, вы приходите к стоматологу, у вас уже зубов там нет, от слова вообще, вы приходите к стоматологу и удивляетесь тому, что единственное решение это вырвать все остальное, что есть.
Почему вы удивляетесь? Почему вы до этого не приходили? То же самое и здесь. Вот когда вы приходите до этого, на начале, как вот нормальный человек ходит к врачу на диагностику, там, допустим, раз в год, там, анализы сдает, там, в этом формате, к стоматологу раз в год, там, да, хотя бы, чтобы посмотреть, там, камни сняли, там. Почему вы идете, когда уже все, уже фаталити? Почему? 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 Потому что вы приходите на консультацию уже после совершения. Можно просто прийти к консультанту, к эксперту и проговорить вашу идею, и вам эксперты покажут, расскажут наиболее часто встречающие ошибки. Почему у вас всегда после? И вот здесь, смотрите, очень, вот статистика такова. Больше половины моих клиентов уходят, они, вот я почему сейчас все дороже и дороже? Потому что я, в отличие от многих, могу говорить правду. Я могу себе позволить говорить правду. И прямо в глаза, там, да, по скайпу, по зуму сказать, что типа, видите такое, давайте канал закрывать, делать новый, потому что с этим, я считаю, ничего не будет. И вот почему. Я объясняю почему. И человек, который ждал меня, ой, у вас такой канал, классно, все, я ему говорю правду. Но в то же время я не всем говорю, не всем, а вам скажу, что если бы вы пришли на полчаса, на полгода раньше, или там на 3 месяца, то этого можно было бы избежать. И это можно было спасти. Ваш канал можно было реанимировать, но сейчас уже все потеряно, поезд ушел. Здесь задавали вопрос о том, что могут ли конкуренты потушить канал. Я не знаю, я примеров не знаю, но я точно знаю, что систематическое нарушение правил точно приведет к потере вашего канала. А систематическое нарушение правил из-за незнания этих самых правил. И поэтому вы приходите очень часто на консультации к экспертам уже тогда, когда поздно, и проще начинать делать все сначала. Но немногие могут позволить себе делать все сначала. И я понимаю, потому что мотивация финансовая, временные потери, они очень велики, и демотивация, она очень сильная. Что я рекомендую сделать, друзья мои? Вот приходите, делайте вот регулярно, раз в полгода делайте аудит своих каналов. Даже мы, казалось бы, эксперты, тоже делаем аудиты своих каналов. Почему? Потому что нам важно, чтобы кто-то посмотрел на наши работы незамыленным взглядом, потому что мы очень часто не замечаем тех маленьких ошибок, которые есть. Ошибки есть у всех. Важно, чтобы вы их вовремя заметили и устранили. Я думаю, что был вам полезен. Мы сегодня с вами классно пообщались, классно беседовали. Я понимаю, что эти 17 способов потушить, потерять ваш канал не вызвали у вас восторга, но лучше, я считаю своим долгом предупредить, и чтобы у вас все было классно, друзья мои. Не забывайте школу видеоблогеров, подписывайтесь, лайки, дизлайки. Спасибо за внимание, ждем ваших вопросов. До свидания.